Добрый день, уважаемые зрители, любители фигурного катания. Добро пожаловать в город Красноярск, в Ледовый дворец «Кристалл-Арена» на всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Красноярье». Через несколько минут мы начнем наши соревнования. На лед выйдут танцевальные дуэты с произвольным танцем. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что не разрешается видео и фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Просим вас выключить звук на мобильных телефонах и не бросать предметы и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончанию их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Разрешите представить официальных лиц, обслуживающих данный вид соревнований. Старший судья и судья номер 5 Елена Ушакова, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Константин Кучин, Челябинск. Судья номер 2 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 3 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Ольга Харчева, Самара. Судья номер 6 Алексей Сучков, Москва. Судья номер 7 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Техническая бригада. Технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Наталья Митюшина, Москва. Иван Лобанов, Ростов. На лед приглашаются участники первой группы. Влада Быстрова, Даниил Лавриненко, Санкт-Петербург. Валерия Бугаевская, Егор Козлов, Санкт-Петербург. Анна Смирнова, Ярослав Нечаев, Тульская область. Влада Бердникова, Матвей Шипилов, Москва. Диана Арнев и Ярослав Черняев, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Дорогие друзья, мы приглашаем вас на стадион, где залит лед, где публика ждет выхода фигуристов на лед, их произвольных программ в танцах на льду. Это соревнование Гран-при России среди юниоров. Уже третий этап. Он происходит в прекрасном городе Красноярске, где великолепная организация, очень душевная публика. И, конечно же, на таком высоком уровне мы получим максимальное количество эмоций от катания фигуристов, потому что юниоры сейчас у нас выступают на таком уровне, которому совсем недавно могли позавидовать даже любые взрослые. Мы представляем вам участников произвольного танца. На комментаторской позиции Василий Соловьев и чемпион мира Олимпийских игр Никита Кцалапов. Доброе утро! Доброе утро, Василий. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что же, вчера был зажигательный ритм танец.
Ребята старались, конечно, не у всех получилось исполнить то, что они планировали, но в общем и целом впечатление очень хорошее, яркое и, конечно же, сильнейшая разминка, третья разминка показательно нам уже действительно, как ты сказал, уже уровень взрослого катания. Вот, в особенности лидеры по итогам ритм танца — это Елизавета Малейна и Матвей Самохин, конечно же, обогнали своих соперников аж на 6. По-моему, я прав? По-моему, на 6 баллов, да. Ну, Да, показав но до высокий третьей уровень. группы участников еще нужно дожить. У нас впереди еще 2 разминки до заливки льда. И сейчас в первой мы увидим тех ребят, которые, что называется, с конца идут к вершине. Весьма вероятно, что кто-то из них улучшит свои результаты, ну, потому что, например, вот у первой пары Влада Быстрова, Даниил Лавриненко, у них было падение в ритм танце. Сейчас нужно кататься чисто, может быть, по своему уровню обгонят своих ближайших соперников. Валерий Бугаевский и Егор Козлов на предпоследнем месте. Далее идут Анна Смирнова и Ярослав Нечаев. А на ваших экранах уже Влада Берникова и Матвей Шипилов, их тренер Анжелика Крылова, которая вместе с Людмилой Алексеевой тренирует их в Москве. И также в этой разминке последними будут кататься Диана Арнет и Ярослав Черняев. Это одна из 2 пар Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге, которых тренирует Анна Пострыбайла. Вот они на ваших экранах. На что нам стоит обратить внимание в произвольном танце у юниоров? Чем он отличается от взрослого? Что вообще зрителям нужно подмечать в первую очередь? Ну, произвольный танец, он на то и произвольный, что здесь каждый может выбрать для себя практически абсолютно любую тему, любую музыку, любую вариацию. И, кстати, музыки. по правилам она не должна даже совпадать с ритм-танцем. На мой взгляд, в этом даже и смысла никакого Смысла бы нет, не но на было. всякий случай. Да. Вот, ну, от взрослых она отличается от мастерских произвольных танцев тем, что она немножко короче, на одну поддержку меньше. Мы постараемся рассказать вам как можно подробнее все во время исполнения уже непосредственно произвольных танцев наших юниоров. А короткая поддержка до 8 секунд — это много или мало? Ну, я так могу сказать, что когда я слышу и читаю в правилах 8 секунд для короткой поддержки, мне очень становится прискорбно, потому что когда катался я, начиналось все с 6 секунд. Потом под Олимпийские игры в Пекине, по-моему, там за 2 сезона, может быть, ввели еще одну дополнительную секунду, что стало просто глотком свежего воздуха, потому что, естественно, мы все хотим выделиться, хотим сделать максимально сложные или красивые музыкальные поддержки. И технически и физически это очень большие, точнее, маленькие рамки, в которые нужно уложить этот достаточно сложный элемент, как поддержка. И вот в сравнении, даже в моей голове, 8 секунд и 6 секунд, ну, это очень тогда большая грустно? Порадуйся за разница. ребят, что они За 2 ребят я секунды накинули. очень рад. Я просто представляю, сколько бы мы с Викой, с моей партнершей дорогой, могли бы сделать За эти 2 секунды. Конечно, там столько наработок было, которые в зале были, новые поддержки всякие, которые не получаются просто на льду уложить никак в эти 6 секунд. Вот, поэтому будем смотреть за находками наших юниоров, наших ребят. Желаем всем удачи, а на льду первая пара. Первыми выступают Влада Быстрова и Даниил Лавриненко из Санкт-Петербурга, ученики Анны Пострыбайла. Та пара, вот, которая упала, к сожалению, в ритм танцы. Их произвольная программа под композиции I Hear a Symphony и One Night Only. Всего одна ночь. That was until you came along. Now in its place is something new. I hear it when I look at you.
One night only, one night only. Come on, baby, come on. One night only, we only have to die. One night only, you'll be the only one. One night only, then you have to run. One night only, nothing more to say. One night only, won't get in the way. One night only, one night only. Начало положено. Первое выступление подошло к концу. Влада Быстрова, Даниил Лавриненко. Все в порядке. Программу сделали. Ну как, получше же сегодня держались ребята, чем вчера. Вчера прям так очень сильно разволновались что-то. Ну, кажется, что получше, да. Кажется, что довольны. Естественно, первым номером, как обычно, скорее всего, катались немножечко с опаской, немножечко сдержанно, но сегодня без видимых каких-то срывов было. Наверное, самое вот то, что видимое было, это, конечно, партнер Даниил во время серии твизлов, прям на зубах, так сказать, выдергивал эти твизлы, был на грани срыва, но все-таки сделал, вытащил все. Вращательную поддержку очень хорошо исполнили, мягенько ее поставил. Вот. А не хватило мне, скорее всего, какого-то вот контакта между партнерами, что ли. Вот были сосредоточены конкретно на элементах, на их программе, чтобы все у них получилось, чтобы ничего не сорвать. С этим-то они справились, но хочется больше образа, что ли, больше отношения друг к другу всегда между партнерами. Мы же все-таки катаемся в паре, и, на мой взгляд, это слишком важно, чтобы этого не делать. Да, в танцах без этого прям совсем нельзя. Но ничего, подтянут элементы и общую технику катания, и начнется диалог. Конечно, оно приходит с уверенностью, но об этом нужно всегда думать каждую тренировку. Нарабатывается все только большим количеством часов и километров на льду. Кстати, есть статистика, сколько километров вы проезжаете? Не знаю, наверное, есть. 77-38 их результат. Произвольный и 115 по сумме двух. На льду Валерия Бугаевская и Егор Козлов. Также Академия фигурного катания Санкт-Петербурга. Любопытно, что вот за всеми аспектами спортсмены должны следить, потому что, например, вчера ребята выступали в костюмах, за которые им влепили балл штрафа, потому что они не соблюли правила. Сейчас они катаются под саундтрек из кинофильма «Сумерки». Будем ждать как раз вот диалога.
Валерия Бугаевская и Егор Козлов. Катались крепко, эмоционально, очень старались. Я вот в том числе обратил внимание, что в правилах написано, что не должны повторяться поддержки по своей форме. И заметил, что здесь они сделали такое движение, точно такое же, как вот в поддержке в ритм-танце. Это как можно расценивать? Здесь это пересекаться никак не будет, потому что действительно это очень хорошее правило, что ты не можешь делать поддержку схожую с тем, что ты делал в ритм танца. Но в их случае у них была великолепная вращательная поддержка в короткой программе, а здесь это поза приблизительно, которую можно сопоставить с тем, что они Да, делали когда в вот она на ритм-танце. плече у него сидит. Здесь это был хореографический элемент, так называемый, хореографические прыжки. То есть должно быть исполнено, если я, опять же, не ошибаюсь, простите меня, дорогие зрители, я привыкаю к новым правилам. 3 прыжка, 3 хореографических прыжка, то есть они должны быть интересные, с помощью партнера. Вот, и поэтому это другой элемент. Он расценивается не как поддержка, а как хореографические прыжки. У юниоров 2, это у взрослых Да, 3. вот. Да. Отлично, спасибо большое. Понятно. Вот, в целом ребята катались очень неплохо, на самом деле в них что-то есть. Вот, хотелось бы просто пожелать им работать в этом же направлении. Видно, что они стараются, видно, что они любят кататься. Вот, на мой взгляд, вот так же, как, наверное, все-таки на взгляд технических специалистов, не хватает реберности в дорожках, за что и получают низкие уровни по ним. Но вот, к сожалению, и под визлом снижения 2-й и 3-й уровень, соответственно. Посмотрим на Уровня не оценки. хватает, а элементы все получили Да. надбавки все Да, же в и плюс. очень понравилась первая поддержка, комбинирование, Кстати. когда они вращались на месте. Называется это stationary lift, стационарная поддержка, можно сказать. И перешла она во вращательную поддержку в продвижении. Смотрелась, на мой взгляд, очень хорошо. И для начала программы просто прям такое создало эффект. Рождение движения. Притягивает сразу внимание, становится с момента, сразу с первого момента интересно наблюдать. Вот. Да, так редко делают. Обычно наоборот. Из движущейся поддержки в продвижении потом останавливаются, что тоже сложно там, вовремя и красиво остановиться. Вот. А так, чтобы наоборот, находочка. Молодцы. И обе, причем, получились благодаря позиции 4-го уровня. Правда, я вот смотрю в судейском протоколе, который мы видим на своих мониторах, компьютерах, там поставлен, по-моему, как раз передержка этой поддержки. Видимо, они в 8 секунд не уложились. В 14. Да. Да, Extended Lift и штраф им ставят 1 балл, и они получают 120 баллов по сумме 2 программ, пока находятся впереди. Анна Смирнова, Ярослав Нечаев. За Тульскую область они выступают, а тренируют их Алексей Ситников, Юлия Злобина. Вчера эти, кстати, спортсмены не уложились по времени в поддержку, у них был штраф. Ну, они занимают предпоследнее место после ритм-танца. Сегодня музыка из альбома «Дети возможностей». Эксперимент, электроника, авангард.
ride the bounce back boyfriend, but the buddy who's best with the breath and wet requested. If dreams aren't a mind, unattainable desires, then what are they for? After all things considered, love, I found you right where I never know. I'm in conflict with my greed, spirit in this meeting to plumb, and I do. I thought you overcome it, and out of bottomless pit was where I found you. Your mind speaks in rhythmic messages and always on beat. My words can help me rise from which I'm always gonna be. It's like summer breeze and you in your shirt top sleeveless. And if you look at those eyes and look around and say, oh, you do this. Hell yeah. With no means to go on, up to beyond. That really was it. Look what you do, oh baby. Check this out. Check this out. Get me. Nobody cares anyway. If you play the painted lady. Nobody cares anyway. Анна Смирнова, Ярослав Нечаев. Это без каких-либо сомнений интересный эксперимент. Мы так даже немножко засмотрелись и не очень поняли, о чем эксперимент, но он привлек наше внимание. Иногда мне даже кажется, что молодым спортсменам опытные тренеры даже специально ставят какую-нибудь такую программу, чтобы запомнили, обратили внимание. Единственное, что в этой программе, ну, кроме того, что у них не получились некоторые элементы, еще как-то очень нервно прошел этот прокат, не уложились во время, то все, как бы ты оценил настроение на льду? Ну, я с тобой согласен. На самом деле, первоначально обращаешь внимание, конечно, на выбор музыки ребят, на яркие костюмы и в целом пытаешься понять образ, но в какой-то момент я понял, что это действительно, вот как и в названии, это такой некий эксперимент. Тут скорее всего, нету задумки в том, чтобы что-то понимать, но надо просто смотреть. И начали ребята свой прокат произвольной программы достаточно неплохо, но вот ко второй половине сложилось ощущение, что как будто между собой они что-то не поделили, то ли дергаться начали, то ли устали. А может, эта постановка подразумевает взаимоотношения? Честно говоря, казалось, что это не часть постановки, а вот, может быть, из-за того, что произвольная программа у них пока не накатанная, как-то что-то тяжело начало складываться, но было ощущение, что вот с друг другом они борются или какое-то произошло у них недопонимание, что привело к тому, что появилась грязь и в элементах, и в связках, и даже не успели на финал программы попасть в музыку, за что тоже уже получили балл снижения. Да, за время тоже балл выставили судьи. За произвольный танец
67-15. Сильно отстали в произвольной программе от своих конкурентов. И на 1/100 проиграли питерской паре Быстрова-Лавриненко. И таким образом заняли последнюю строчку в этих соревнованиях на данный момент. Влада Бердникова и Матвей Шипилов. Ученики Анжелики Крыловой. Кататься будут под музыку группы «Бонд», хорошо известной всем в фигурном катании благодаря Зиме Ягудина. Струнные в электронном мире. В данной ситуации это микс фламенко и восточной тематики. Влада Бердникова и Матвей Шипилов. Так, выглядят довольными, измотанными в меру своей программой. Мы во время катания имеем возможность наблюдать за судейскими оценками, как выставляются уровни, как они пересматриваются, поднимаются, опускаются.
Ну и, конечно, быть судьей это, и техническим специалистом — это какая-то отдельная работа, потому что в тот момент, когда нам кажется, что что-то понравилось, что-то интересно, смотришь, нет, все-таки второй уровень. Потом начинаешь думать, почему? А, вот поэтому. Все-таки у техников голова работает совсем по-другому и гораздо быстрее, наверное, чем у нас. Ну, конечно, плюс в том, что у них всегда есть возможность поставить тот или иной элемент или поворот на пересмотр, На быстрый, да, повтор. рассмотреть это еще раз. У нас, конечно, такой возможности нету сделать это сразу, вот только когда нам показывают уже после выступления, и то, если повезет, увидеть именно этот кусочек в повторе. На самом деле, с произвольным танцем Влада и Матвей, на мой взгляд, справились достаточно неплохо и хорошо сделали все элементы. Я вот очень пристально наблюдал, почему, собственно, Василий и начал говорить про повторы и про то, какие уровни ставятся, потому что сидел и наблюдал за тем, как в дорожке шагов совместной выполняет повороты и элементы именно Матвей. И мне показалось, что достаточно неплохо едет, и старался пристально смотреть, но вот по уровню все-таки поставили 2-2 и по девочке, и по партнерше, и по партнеру. Вот я где-то вот на третьем. Но опять Судьям виднее. 79 баллов и 129 баллов. Их общий результат на 9 баллов ближайших соперников пока опережают. И в завершении первой группы участников танец Дианы Арнет и Ярослава Черняева, также из Санкт-Петербурга. Они катаются под песню «Young and Beautiful» из «Великого Гэтсби» в исполнении Ланы Дель Рей. Фантазии танцоров-юниоров о быстротечности молодости. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and brilliant now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with
Такая легкая танцевальная пара, которая всегда старается демонстрировать яркие прокаты эмоциональные. Вот ребята в таком, ну не то чтобы в расстроенных, но, видимо, не просто дался им этот прокат, и они что-то обсуждают по итогам этого проката, может быть. Вон еще лямка оторвалась у партнерши, видишь, которая справа платье должна держать, но... Ну, слава богу, ничего Да, на лед не нарушения быть не отвалилось, должно. нарушений Ага. нет. Да. На самом деле очень неплохой был прокат. Ребята начали с совместной дорожки. Как обычно, чтобы сделать дорожку на 4-й уровень, и по партнеру, и по партнерше должно быть, каждый поворот должен быть исполнен на максимально крутых, глубоких ребрах, и чтобы это вообще не вызывало даже визуальных вопросов. Несмотря на то, что это первый элемент, по уровням ребята получили всего лишь 2-й и 3-й уровень. Дальше вот я очень надеюсь, что нам сейчас покажут серию твизлов, потому что я хотел бы вот немножечко посвятить времени твизлам с открытой ногой. Почему? Потому что всегда, когда я катался в спорте, у меня очень большие вопросы это вызывало. Я сам никогда такой твизл не делал, потому что считаю, что твизл — это элемент, когда твой конек непрерывно вращается в продвижении. Но когда ты открываешь ногу в сторону и делаешь твизл, и вот стоит лишь... заход в твизл зайти с недостаточной силой для того, чтобы вращение было быстрым. Если посмотреть на конек, то он совершает тройку, и с заднего на передний ход у тебя, получается, конек не вращается, а останавливается и продвигается вперед, примерно на расстоянии 1 или 2 лезвий. То есть это уже, получается, не твизл в моем понимании, поэтому вот очень опасно. Ребятам, конечно, ставят 3-й и 4-й уровень. Ну, то есть у тебя больше, получается, вопрос не к ребятам, а к правилам в данной вообще к конкретной правилам, как ситуации. оценивают этот элемент, потому что, на мой взгляд, разница просто колоссальная от твизла классического до твизла вот с открытой ногой, когда конек все-таки двигается не в повороте, а едет на ребре. Понял тебя. 81-15 и 134-57 в общей сложности. Арнет и Черняев на данный момент лидируют. Ну, еще раз надо сказать, что ребята очень славные, катались ярко, эмоционально. Да, и программа очень технично, хорошая, на хорошем легкие, уровне. красивые, легкие в исполнении были поддержки, молодцы. Продолжаются соревнования в произвольном танце на турнире серии Гран-при среди юниоров. В Красноярске произвольный танец. Уже одна группа участников из 5 пар откатала. Впереди еще 2 группы по 6 пар. На ваших экранах состав группы номер 2, с которой мы сейчас познакомимся. Вспомним, как ребята катались накануне и какие у них есть перспективы. Александра Финохина, Никита Иванов из Москвы. Ученики Сергея Мозгова, Юлии Тульцевой, Кристины Кример. После ритм танца они занимают 12 место. Редкий случай, когда исполняют индийский танец. Софья Гончарова, Александр Сенцов будут кататься под песню из болливудского фильма. И их
яркая программа, уже сразу подчеркнута стильными, оригинальными костюмами. Призер Олимпийских игр Анжелика Крылова прекрасно выглядит на тренерском мостике. Мария Иванова, Кирилл Лихачев. Еще одни ученики Алексея Ситникова, Юлии Злобиной. Ситников и Злобина в предыдущей разминке удивили нас самой необычной постановкой этих соревнований. Любят пофантазировать вот в этом тренерском штабе, сделать что-то такое, чтобы запомнилось, и потом можно было с удовольствием обсуждать. Это такое тоже интересное качество творческое. Евдокия Крючкова, Артем Мякишев. Ученики Ирины Жук, Александра Свинина и Анны Шпилевой, которая, в свою очередь, представляет ребят здесь, на стадионе. Такая пара, как всегда отмечают, с хорошей комплекцией, очень высокие и в то же время при своем росте довольно-таки легкие и очень техничные, быстро исполняют. Ну, то есть нет в них тяжести какой-то, которая иногда случается из-за высокого роста. Настоящие спортсмены. Сандра Давыденко и Игнат Пахомов. Это одна из пар Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой. Во всех стартах, в которых они принимали участие, в последнее время они входили в пятерку лучших. Совсем чуть-чуть уступали лидирующей группе, что говорит о том, что вот нужно чуть-чуть добавить, и можно будет подняться на пьедестал. Чего не хватает, посмотрим. На что-то обратила внимание Елена Кустарова там, то ли с костюмом, то ли еще с чем-то. Надеемся, что все в порядке. Очень интересные костюмы у Евдокии и Артема. Это русская народная хохломанута в таком роковом, готическом, может быть, образе. Очень интересно уже посмотреть их программу. На что еще обратим внимание в катании произвольном пар? Ну, мы стараемся, конечно же, вообще на максимальное количество аспектов произвольного танца обращать внимание. Вот можем... Последнее, что мы обсуждали, это вот твизлы в их вариациях. Вот можем рассказать про вращение парное, что нужно в каждой позе и не менее 4 оборотов стоять. И я вот хотел поделиться. Может быть, это секрет, но на самом деле это тренировочная обыденность, что ты никогда не вращаешь в положении 4 оборота ровно, так как ты можешь заранее встать, а судье очень важно посчитать ровно 4 оборота, не в смену, когда ты встаешь, а именно в положении. Поэтому мы всегда берем за правило, что нужно довращать минимум половинку оборота больше, чтобы наверняка это было 4 оборота. То есть на тренировках никогда не делаешь 4, делаешь больше, 5, конечно, делаешь больше, чтобы вот переходный момент, он в твоей голове не откладывался как 4-й оборот. А вот эти дополнительные полоборота, они не влияют на направление выезда? Абсолютно не влияют. Александра Финохина и Никита Иванов открывают эту группу участников своим произвольным танцем. Это Кармен Сюита Жоржа Бизе с некоторыми современными вариациями.
I'll make her an offer. She can't refuse. O se sei solo, urla. Александра Финохина, Никита Иванов. Очень яркий старт был у этой пары в начале произвольного катания. Прям можно было засмотреться на Александру, насколько она наслаждалась этим танцем. Ну, приехали прям очень сильно уставшими, да, к завершению. Да, и хочется сказать о том, что насколько важно уметь распределять силы в произвольной программе, потому что вот на примере Александры и Никиты, на мой взгляд, было очень явно видно то, как ярко действительно начали ребята свою произвольную программу, насколько им нравится то, что они делают, насколько должна быть дерзкая, исполнена эта программа под такую музыку, под Кармен. И вот не хватило такого запала, как был в начале, до конца программы вот дотерпеть. Но, тем не менее, ребята нас удивили интересными находками, интересными элементами. Вот поддержка по прямой, когда он сидел в низкой позе, в сложной позе, на одной ноге, она была у него на руках, сверху довольно классно смотрелась. Ну и первая вращательная поддержка очень красивая, стильная, Да. в стиле. Вот, хотелось бы рассказать про блок. Тут было явно тоже видно, насколько стараются до самого элемента, до поворота. Ребята стоят на глубокой дуге, но в самый ответственный момент, в момент поворота, они меняют все-таки ребро, больше уходят с ребра на плоский конек, и за что и получают второй и первый уровень. Ну и по дорожке, получается, тоже оба первых уровня Оба первых выставлены. уровня. Ну вот не дотерпели, и по силам не хватило, и вот по технике. Здесь программа достаточно сложная у ребят, здесь нужно накатывать и накатывать еще. Для того, чтобы не только техникой радоваться, получать хорошие уровни, но и... Но образы эти им, соответствовать по-моему, образу. подходят. Особенно Александре. 82 балла и 136-25 в общей сложности. Они сохраняют свою позицию. На льду Софья Гончарова, Александр Сенцов. Прошу прощения. Софья Гончарова. Это будет песня из болливудского фильма. Название этой песни «Я кружусь». И в этой песне две героини фильма, через танец выражают свою любовь к одному мужчине. Вот такой сюжет.
Софья Гончарова и Александр Сенцов. У Софьи, конечно, однозначно улыбка турнира в этой программе. То, как она светится постоянно в сторону публики и судей, это отдельная история. Ну что, был любовный треугольник у нас в танце? Да как будто и вот мы уже сегодня об этом говорили, и между ребятами как будто не так, чтобы просматривались какие-то романтические или творческие даже То есть пока рабочий прокат отношения. меньше. Скорее всего, мы просто творческий. наблюдали, да, действительно, как ты сказал, за чудесной улыбкой Софьи и получили просто зажигательный танец на индийскую композицию. Технически ребята тоже не совсем справились здесь. Даже первым элементом поставили параллельный блок на одной ноге. Даже первым элементом получили второй уровень. Это вот то же самое, о чем я говорил и у предыдущей пары, о том, что вроде бы ребята набирают большой ход. Первый элемент, сила есть. Стоят на глубокой, долгой дуге через полкатка, но в момент самого поворота отрабатывают коленом. И ну, это распространенная, естественно, ошибка, потому что ты хочешь отработать коленом, когда совершаешь поворот. То есть ты не можешь на выключенном колене это сделать. И получается смена ребра. Ну, это делается тоже многочасовыми тренировками. Постоянно. Поддержка интересная была. На 4-й уровень они ее сделали. Это, как и твизлы, самый высокий уровень у них в программе. А так вот вращение и другие элементы 2-й уровень. Ну, много плюсов. Их результат 139-19, и они впереди пока. Мария Иванова и Кирилл Лихачев из Москвы катаются под пронзительную балладу «Say Something» и песню «Falling Apart» о внутреннем пламени перед вратами ада. Say something, I'm giving up on you. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. And anywhere I've followed you. Say something, I'm giving up on you. I'm sleepless for a weekend, so I start to say goodbye to all that we had, say goodbye to what we lost. Oh, we don't talk, we're not enough, when the storm slowly arrives, when the light turns and the cold turns around.
We were running out through the storm, through the night. We were running in the dark. We were following our hearts, and we would fall down. We would slowly fall apart. We would slowly fall into the dark. We were running out through the storm, through the night. We were running in the dark. We were following our hearts, and we would fall down. We would slowly fall apart. We would slowly fall into the dark. Стильно, элегантно, трогательно катаются Мария Иванова, Кирилл Лихачев под эту композицию. Много красивого, но доехали с трудом, видно. Во время не уложились даже. Хотя, может быть, штрафа и не будет. Сколько там секунд случилось? Ну, мы сейчас посмотрим. Ну, на самом деле, очень-очень неплохая программа. И докуда смогли на данный период времени, на данный период вот, своей физической формы, это было неплохо. Да, к концу программы, вот когда уже мы смотрели хореодорожку, уже, конечно, силы их практически покинули, но все равно нельзя себе позволять никогда, даже если ты устал, нужно стараться в полную доехать до конца программы, вот насколько это возможно. Но, к сожалению, там немножко видно было, что уже дергаются и уже на грани срыва. Вот. Ну, в целом программа такая воздушная, нежная и ну, я проникся даже, могу сказать. Вот. Ну, Твизлы 4-го уровня, пожалуйста. А вот вращение им, смотри-ка, убрали. Было 4-го, посмотрели судьи повнимательнее, и у нас в судейском протоколе отметилось, что до 2-го И, кстати, упало. вот оно, и хочется отметить, что очень интересный заход и сложное и интересное положение, но не хватило так называемого форса для того, чтобы досидеть нужное количество оборотов в сложном положении. Вот я как раз на самом деле сидел и считал вращение, и мне тоже показалось, что очень хорошее, но не довращались. А форса ты имеешь в виду разгона или как-то изначального посыла, чтобы... Проще говоря, удобного захода для того, чтобы заход был мощный, и у тебя набралась достаточная скорость, чтобы быстро вращаться и спокойно досидеть свои обороты. Вот там скорости было не так много, и поэтому пришлось просто вот досиживать на мышцах, что называется. Ясно. Ну, печально упустили это вращение. Но поддержка 4-го уровня, самый дорогой их элемент, получился с хорошими плюсами. И они, набрав 79 баллов, отстали от Гончарова и Сенцова на 5 баллов, как в произвольной, так и по сумме двух программ. Евдокия Крючкова, Артем Мякишев из школы «Мечта» катаются вот в этих своих ярких и привлекательных костюмах в необычной расцветке, ну, в русском стиле, под русскую музыку. «Гори ясно» и «Калина малина». Ой, синие ветки на руках, ой, румянец на щеках, степной ветер в волосах, жизнь пульсирует в висках.
Под аплодисменты зрителей, которые в ритм поддерживают танец Евдокии Крючковой и Артема Мякишева, ученики Свинина и Жук, заканчивают свою произвольную программу. Очень много находок, каких-то характерных движений. Ну, у ребят есть и свой стиль, и в том числе хореография знаменитой школы, которая позволяет делать яркие запоминающиеся программы. Да и сами ребята, Евдокия и Артем, такие высокие, статные, сами по себе, мне кажется, очень запоминающиеся. И интересно преподнесли нам вместе со своими тренерами и хореографами такую вот необычную программу на современный русский лад. И вот такие даже необычные интересные костюмы подобрали. На мой взгляд, вот все было гармонично у них. И сохраняли от начала до конца вот этот такой русский стиль и зажгли, на что и, соответственно, получили соответствующую реакцию зрителя, который сидел на трибунах и поддерживал их до конца программы. Вот. Очень неплохо проехали технически. Вращение 4-й уровень, твизлы 4-й уровень, параллельная секция на одной ноге, 3-й. Вот единственная совместная дорожка шагов по диагонали вот, получили 2-й. Там даже первый и второй уже поменяли судьи. Но... Меня задерживается просто. Да, 1-й и 2-й поменяли техническая бригада, но судьи поставили зато 2 балла надбавки за эту дорожку, за ее исполнение эмоциональное. Очень интересная программа, и вот хочется ребятам пожелать. Вот, у меня только что поменялось. Вот, хочется ребятам пожелать накатать эту программу так, чтобы вот она была еще более мощной, еще более скоростной. Вот, скорости вот прям вот в ней хочется вот еще мощности добавить. Так молодцы. Васильевич, с днем тренера вас. Любим, с прошедшим. Поздравляют спортсмены многие своих наставников с днем тренера. Да, вообще поздравляем всех тренеров. Это очень непростая профессия, и мы вам всегда благодарны. Анна Александровна, в свою очередь, подсказывает, что этот день тренера был вчера. Но они говорят, с прошедшим тогда. Все четко. 142 балла по сумме 2 программ они получают. Тренер кивает головой, согласно с результатом. И мы переходим к катанию Сандры Давиденко и Ильи Пахомова, которые завершают 2-ю группу участников своим танцем под саундтрек из кинофильма «Ромео плюс Джульетта». Прекрасно помните эту интерпретацию шекспировской трагедии. Households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean.
Сандра Давыденко и Игнат Пахомов. Ну что, на самом деле замечательные ребята, замечательная программа, но сами себе тут и там не дали возможности прокатать эту произвольную программу чисто. Началось еще все вначале на хореографической дорожке. Можно было заметить, что они немножечко разошлись. И Сандра во время прям хореографической дорожки пыталась вот Игната догнать, за что вот им, конечно, небольшое снижение поставили. Вот. И очень обидная и досадная ошибка у Сандры случилась на твизле. Она не довращала, подставила ногу раньше времени, за что только первый уровень и ставят судьи. Вот. Ну, вообще у ребят большой потенциал, на мой взгляд. Они нигде не экономят, пытаются передать и настроение программы, и свои знакомые всем нам образы этой музыки, этого фильма. Очень интересные находки. Ребята хорошо владеют своим телом, интересные элементы делают и стараются кататься мощно и на скорости. Но, к сожалению, сегодня именно они не смогли показать свой идеальный прокат. Ну, всякое случается, всякое бывает. А вот как тебе этот твизл, вот, которым ты возмущался? Спасибо большое тебе за то, что обратил на это внимание, потому что вот хочется еще раз, чтобы нам показали. Я надеюсь, что вы, дорогие зрители, успели немножечко обратить на это внимание, на первый твизл, который ребята делали с открытой ногой в сторону. Вот в этом исполнении они взяли очень хороший форс, очень хорошую скорость, и вот продвижение конька во время твизла, оно было немного меньше, чем вот у той пары, на которой я обратил это внимание в первый раз. Вот здесь было исполнение лучше. Угу. Пересматривают еще вращение судьи по тому, что вот какие отметки у нас горят в судейском протоколе. Кстати, насколько вот не контролируем, на тренировке идеально все контролируем. И потеряв несколько обидных баллов, Сандра Давыденко и Игнат Пахомов теряют 2 позиции после произвольного танца и оказываются вслед за Софьей Гончаровой и Александром Сенцовым на 3-м месте с результатом 136-92. После заливки льда мы вернемся в произвольное катание на этапе серии Гран-при среди юниоров в Красноярске.
Милана Жабина, Вениамин Башуров, Москва. Анна Пилинина, Дмитрий Кашаев, Москва. Полина Пилипенко, Владислав Михайлов, Самарская область, Москва. Таисия Шептарина, Дмитрий Пекин, Московская область. Елизавета Малерина, Матвей Самохин, Московская область. Разрешена разминка. В завершающую стадию входят соревнования в произвольном танце на Гран-при России среди юниоров. Третий этап в Красноярске. Вот куда забрался этот прекрасный турнир. И в заключительной группе у нас сильнейшие спортсмены. 5 сильных пар. Стартовать будут первыми Милана Жабина, Вениамин Башуров. 15 и 18 лет. И это будет еще одна версия Ромео и Джульетты, но уже в классическом варианте Петра Ильича Чайковского. Тренируют их Ксения Румянцева и Екатерина Волобуева. В хорошем настроении тренер, в боевом и хорошем. Анна Билибина, Дмитрий Кашаев. Еще одни ученики Анжелики Крыловой будут кататься под музыку из современной рок-оперы, но про героя прошлых лет, про Вольфганга Амадея Моцарта. Французская очень успешная рок-опера. Скучал Никита Коцалапов по классическим костюмам в ритм-танце. Сейчас в произвольном катании получишь сполна красоты и элегантности. Полина Пилипенко и Владислав Михайлов, представляющие Самарскую область и Москву. Настал черед спортсменок с яркими рыжими шевелюрами, которые вчера нас не оставили равнодушными. На ваших экранах Елена Кустарова и Олег Судаков. Тренеры этой пары. Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин тренируются у Алексея Горшкова и Екатерины Рязановой, Воденцова. Серебряные призеры первенства Московской области. Ну и в завершении Елизавета Малейна и Матвей Самохин, к чьему произвольному танцу этих лидеров, тренирующихся у Дениса Самохина, Марии Боровиковой, мы рекомендуем вам пристально присмотреться, потому что это, говорят, интересные очень творчества этого вот тренерского дуэта. У них очень высокие результаты. В частности, в прошлом году здесь они набрали 170,69 балла. Это рекорд юниорского гран-при. Ну, я думаю, что сейчас мы видим все 5 пар, которые покажут нам достойную конкуренцию и, конечно же, свои замечательные произвольные танцы в лучшем их виде. Поэтому остается последняя минутка разминки. Все ребята в ожидании собираются, кто-то ездит в паре, кто-то предпочитает последнюю минутку покататься по одному и настроиться
Мы с Викторией последнюю минутку любили раскататься по одному и настроиться каждый индивидуально. Вот, а кто-то продолжает вот как... Вне зависимости от стартового номера? Абсолютно вне зависимости, да. Вообще, на самом деле, вот эта пятиминутка соревновательная, она у каждого тоже настолько индивидуальна. Кто-то старается размять как можно большее количество элементов, кому-то нужно буквально 1 или 2 и покататься вот как раз по одному и просто почувствовать лед. Но за этим тоже интересно всегда наблюдать было. И с экрана, и со льда, и во время того, как, например, мы сами были профессиональными спортсменами. Милана Жабина и Вениамин Башуров открывают соревнования в финальной группе. Ромео и Джульетта.
Эмоционально, драматично, красиво. Милана Жабина, Вениамин Башуров. Такой наотмашь у ребят прокат. Особенно, ну, не знаю, может быть, мы просто засматриваемся на партнерш. Уже не первый раз хочется сказать. Особенно партнерша. Ну, девушки некоторые выделяются на фоне партнеров, правда же? Ну, во-первых, очень хорошая пара и классно откатали свою произвольную программу. Мы их поздравляем с таким прокатом. Ну, конечно, Милана очень яркая партнерша, и это хорошо, что, наоборот, она притягивает взгляды и наши, и, я думаю, болельщиков всех, и зрителей в том числе. И просто хочется отметить, что от начала и до конца, как она эту программу катала в полную силу, и эмоционально, и были и взгляды, и хореография, и это все вызывает только уважение. Очень чистый прокат, видно, что ребята в хорошей физической форме даже на этом этапе сезона находятся. Достаточно чисто и хорошо выполнили все свои элементы, за что получили неплохие уровни. Вот, но нет, к сожалению, вот сняли за твизл у Миланы только 3-й уровень, а не 4-й. По твизлам 3-4 они получили. Это вот хореографический элемент, хореослайд называется. За вращение получили 4-й уровень. Нет, конечно, такого, что, ну вот, когда мы там отмечаем отдельно партнер, что как будто бы там очень большая разница у них с партнером, да, в каких-то компонентах. Они оба очень хорошо работали, безусловно. Но вот в его руках, и он очень старательно исполняет эту программу, но вот в его руках она прямо светится каким-то бриллиантом. Это очень хороший навык. Это быть партнером такой партнерши, это отдельная работа, я бы сказал, отдельные навыки. Они набирают 153 балла, хорошие оценки, довольный тренер, довольные зрители. Поздравляем. Произвольный танец представляет Анна Билибина и Дмитрий Кашаев. Ученики Анжелики Крыловой представляют рок-оперу об одном из эпизодов из жизни Вольфганга Амадея Моцарта. Успешный проект, где композитор предстает в роли метущейся звезды своего времени. Nos idées que l'on tord, étranglés dès l'horreur, et nos rêves que l'on crève sans un remords. Toujours leur valeur qui ont cours, les gardiens de leur tour, indécents. Ils sont devenus sourds. Pensez à vos yeux avant tout. Brûlez nos prisons dorées. Osez toquer jusqu'au bout. Seuls les fous nous ont fait avancer. Osez toquer jusqu'au bout.
m'assassine. Je dors sur des roses qui signent ma croix. La douleur s'impose, mais je n'ose pas manquer de toi dans mes nuits, dans la pluie de ma vie. Очень красивая пара Анна Билибина, Дмитрий Кашаев. Очень гармоничная, с яркими эмоциями и интересной программой. Ну, а что касается элементов, то они, как водятся у суровых судей, многие на пересмотре. Ну и сейчас поймем, где что смогли сделать, где что нет. Очень нравится мне эта пара, Анна и Дмитрий. Просто замечательно откатали свою произвольную программу. Очень ярко, очень самобытно, очень необычно. И сама постановка вот привлекает, ну, прям вот затягивает тебя в саму суть этого танца, и смотришь вот на одном дыхании, не отрываясь, и хочется отметить, насколько в близких позициях катаются ребята. И... Вот даже Анжелика им головой так качает, ничего себе, понравилось тренеру. Да, вот в этой паре, несмотря на то, что они мне оба нравятся, но вот сегодня в этом прокате я вот хочу отметить именно Дмитрия, насколько вот он сегодня всю душу выложил в эту произвольную программу. Он тоже все делал замечательно, но вот Дмитрий прям вот легко ему сегодня на вдохновении вот так вот катался он как будто бы. Чувствует, что программу назвали в честь него, Моцарта. Ему нужно тащить. Главный герой же мальчик, получается, тогда. Раз Вольфганг Амадей. Он замечательно справился со своей ролью, со своей задачей сегодня. Ну вот пересматривали, но ничего плохого, по-моему, не усмотрели. Твизлы 4-го уровня, которые пересматривали, дорожка шагов. По Диме вот поставили по дорожке 2-й уровень. Угу. И только что обновили третий уровень по блоку на одной ноге. Ну, в общем и целом, по уровням у них все замечательно. И все хореографические элементы выполнены тоже замечательно, за что, в принципе, везде получили хорошие надбавки. Самые высокие надбавки за дорожку и за поддержку 2 балла. И 93 балла в произвольной. Это на 0,3 больше, чем у Жабина и Башурова. И почти на 2 балла они их обгоняют по сумме 2 программ. На данный момент лидируют. На льду Полина Пилипенко, Владислав Михайлов. Самарская область, Москва. Произвольную программу они поставили со своим тренерским штабом под 2 масштабных кавера от группы Тувей, знаменитых песен Survivor и Gangsta's Paradise. Thought I couldn't see without your perfect
очень эмоционально, отдав всю душу этому прокату под музыку группы «Цвай», Полина Пилипенко и Владислав Михайлов. Ну, на пределе просто ребята выступают, и мы отмечаем, что уже второй прокат в «Дорожке шагов». Мы видим у партнерши 4-й уровень. Это же как нужно выложиться на шагах, чтобы при таком строгом судействе, которое демонстрируют на этом этапе, получить 4-й уровень шагами. Я полностью соглашусь. Получать 4-й уровень за дорожки шагов — это на самом деле очень важно, потому что это показывает, насколько ты хорошо владеешь коньком, и во время произвольной программы, в особенности, когда ты уже сделал какой-то контент, и вот здесь нужно сфокусироваться именно на тончайшей работе своих ног и корпуса. И не терять эмоции в то же время. Конечно, конечно, поэтому это здорово. Но все-таки нет, пересмотрели. все-таки 3-й уровень И поставили. снизили, да, висел 4-й. Но вот все-таки, если на секунду вернуться, то у Билибиной все-таки вот в Останется 4-м уровне, но там у партнера 2-м. Итак, молодцы, Полина и возвращаемся к Владислав, да, ну, очень мощная музыка, и, соответственно, и был и прокат произвольной программы, достаточно чисто, все было исполнено, хорошие элементы, хорошие и мощные элементы. Вот мне очень понравилась первая поддержка со сложным входом на месте в начале программы. Очень интересно выглядело и сложно, и партнер вращался на одной ноге. Вот. Очень обидно всегда получать за вращение 2-й уровень, к сожалению. Вот я во время проката был сосредоточен уже на полностью образе, так сказать, на картинке, не успел посчитать обороты, но вот всегда обидно получить 2-й уровень, если ты не довращал вот буквально там полоборотика или четверть оборота, и тебе это снижение делают. Сейчас нам, наверное, целиком его не покажут. Ну, потому что чаще всего эти снижения не за позицию, потому что позицию спортсмены стараются принять, а вот докрутить эти пресловутые обороты именно в этой позиции, не меняя ее, это вот задача. Вообще задача еще вот фигуристов не только в том, чтобы научиться делать определенные элементы, а научиться еще делать это вот в эти рамки, о которых мы сегодня говорили уже не раз, укладывать поддержки в определенное количество времени, считать эти обороты так, чтобы ты еще же успел бы, чтобы в эту программу, потому что дальше по музыке у тебя идут следующие шаги. Очень много интересных и сложных аспектов. Нужно все это совмещать для того, чтобы побеждать. Вот по произвольной программе Полина и Владислав проигрывают не только Анне и Дмитрию, но и Милане с Вениамином, а по сумме они их опережают и уже как минимум оказываются на пьедестале этапа серии Гран-при в Красноярске. На льду Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин. Еще один французский мюзикл «Нотр-Дам де Пари». Одна из известнейших тем в танцах на льду. Quand il a inventé quand elle danse et qu'elle met son corps à genoux, un oiseau qui dans ses ailes veut s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Dieu est celui qui lui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
Очень красивая, очень элегантная пара с очень интересной программой, с кучей находок. И, конечно же, во всех этих находках видна работа тренерской группы Екатерина Рязанова, Алексей Горшков, Ксения Конкина, Анна Яновская, которые работали над этой программой. И хочется больше эмоций, вот таких вот рвущих, ну потому что это же Нотр-Дам-де-Пари, который так звучит постоянно на аренах фигурного катания. Но, тем не менее, мы очень любовались этой парой. Ну вот пока из последней разминки вот невозможно кого-то одного выделить. Каждая произвольная программа исполнена вот практически на максимум, наверное, тех физических физической формы, в которой сейчас находятся ребята. И вот Таисия и Дмитрий показали нам замечательную вариацию на свой Нотр-Дам-де-Пари. И программа очень сложная, она насыщена различными подпрыжками, элементами, связками и другими хореографическими находками. И они так легко очень легкие из этих элементов. Прям, знаешь, как слово такое фрешмен. Ребята для меня, я не так много видел их на льду, но вот я могу сказать, что от них прям вот веет такой вот свежестью. Они очень легкие действительно и в катании, и в эмоциях, и в технике. Ну, небольшая ошибка, конечно, здесь была на твизле. Исполнена, второй уровень получила Таисия по твизлам. Но ничего страшного, это все-таки лед, здесь всякое бывает. Нужно всегда подходить к элементам с холодной головой. Ну давай вот еще с холодной головой. Смотри, у них поддержка 4-го уровня, первая комбинированная, да. А вот вращение 2-го, получается, твизлы 2-го и 3-го, да? То есть... это в дорожке шагов 2-го и 3-го, а твизл-то у них пока 4-го поставлено. Я думаю, что ребята допускают такие досадные ошибки только из-за ненакатанности, наверное, еще и, может быть, некой неопытности. Это все придет, если много-много тренироваться и работать, потому что потенциал у них очень большой. Но вот смотрите, отрыв у лидирующих пар был настолько невелик, что сейчас, заняв 4-е место по произвольному катанию, Таисия и Дмитрий все же оказываются на первом месте с преимуществом в 0,4 перед Полиной Пилипенко и Владиславом Михайловым. И лидируют перед выходом на лед Елизаветы Малеиной и Матвея Самохина. На льду лидеры этого турнира Елизавета и Матвей, ученики Дениса Самохина, Марии Боровиковой, Николая Никонова, рекордсмены по баллам на юниорском гран-при. И давайте же посмотрим, что это за произвольная, о которой мы столько слышали, но пока не видели.
Здорово. Елизавета Малейна, Матвей Самохин. Впервые смотрю эту программу, честно признаюсь, и я под большим впечатлением. Это каталась пара настоящих мастеров. Какая постановка, браво Мария Боровикова, браво Денис Самохин, браво Николай Никонов. Очень понравилось, очень эмоционально, самобытная хореография. Держали в напряжении от начала и до конца ребята. Вот, к сожалению, на блоке, на секции на одной ноге Елизавета... Мне так показалось, что она хотела максимально низко отработать коленом, и немножко вес тела ее ушел назад, и ей пришлось подставить вторую ногу, к сожалению. Это очень досадная ошибка. Настолько была вовлечена в свою произвольную программу, что хотела сделать, показать все, на что она сегодня способна. Ребята яркие, высокие, красивые, самое важное — техничные. Обращали внимание абсолютно на каждую деталь, каждый аспект своей произвольной программы. Абсолютно не было у них пустых мест. Если это движение рукой, то они доделывали его мощно и до конца. Если это, наоборот, какая-то свободная линия, свободная перетяжка, то доделывали ее на максимум, по большой дуге. В общем, это было здорово. Поздравляю. Ну что ж, по уровням. Первая поддержка 4-го уровня, твизлы 4-го. Все на хорошие плюсы. С минусами только получается те шаги, про которые ты сказал. Под пересмотром вращения, которое пока что на 4-м уровне. По дорожке шагов по совместной тоже 2-й уровень поставили по Елизавете, и 4-й уровень по Матвею. Ставили эту дорожку на ревью, и это ошибка. Очень видно было прям что она низко, как будто бы пережала на ногу, хотела показать глубокое ребро. Но, может быть, под конец соревнований там уже в какой-нибудь след попало или что-то в этом роде. Так резко воткнулась пятка в лед, что... Ну, мы, как спортсмены, не можем себе позволить оправдываться, да, именно. То есть мы должны все равно при любых условиях не давать шанса, даже если у нас задел после короткой программы, как у ребят, от своих соперников, все равно нужно кататься и показывать максимально чистое катание. Всем привет, Балаших, Николай Юрьевич, Никит. Всем спасибо большое. Да, всем спасибо большое. С началом сезона. Балашихи, где они тренируются, передают приветы тренеры, немножко сдержанные в эмоциях. Ну, ребят, мне кажется, все равно распирает эмоционально от этого проката. Большая работа была проделана. Даже на замедленном повторе было видно, насколько они находятся в образе и отрабатывают эмоционально этот прокат. 99 баллов произвольный, почти 100. И 170 баллов. Несколько десятых они не добрали до своего прошлогоднего результата на этом же этапе юниорского гран-при. Они занимают первое место с преимуществом в 14 баллов перед ближайшими преследователями. Затем на пьедестале находятся Таисия Шепталина, Дмитрий Пекин и Полина Пилипенко, Владислав Михайлов. Ну а на 4-м месте Анна Билибина, Дмитрий Кашаев отстали совсем чуть-чуть от пьедестала. А значит, нужно подтягиваться потихонечку. Все очень близко, все очень плотно. И это была очень красивая борьба. Спасибо, Никита, за сегодняшнее утро, проведенное в такой интеллектуальной беседе о танцах. Большое спасибо, Василий. Большое спасибо вам, дорогие друзья. Я лично надеюсь, вы тоже получили огромное удовольствие от второго соревновательного дня этого 3-го этапа юниорского гран-при. И желаем всем ребятам и их тренерам только удачи в сезоне. Спасибо и до встречи. До встречи.
совсем недавно появилась такая черта, когда партнер обращается, держа партнершу в воздухе, сам стоя на одной ноге. Это положение upright, оно засчитывается и тоже считается чертой сложности, как мне кажется, очень красивое нововведение в плане катания. Ну и, конечно же, это сложный выход, даже без него во всех элементах это приветствуется, в том числе и план обращения, когда партнер поднимает партнершу в воздух или делает любое другое креативное решение после исполнения именно вращения. Это был гид по фигурному катанию. С вами был Максим Френков. Любите фигурное катание, болейте за нашу сборную, смотрите фигурное катание на Первом канале. Мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров среди танцевальных дуэтов. Первое место и звание победителей завоевали Елизавета Малеина, Матвей Самохин. Второе место и серебряными призерами становятся Таисия Шепталина, Дмитрий Пекин. Третье место и бронзовыми призерами становятся Полина Пилипенко, Владислав Михайлов. Медали победителям и призерам вручает рефери вида Елена Ушакова. Цветы победителям и призерам вручает технический контролер Юлия Андреева. За подготовку победителей награждается тренер Мария Боровикова.
Желаем победителям и призерам соревнований здоровья и новых спортивных побед. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что не разрешается видео и фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Спасибо за понимание. Через несколько минут мы начнем наши соревнования. На лед выйдут спортивные пары с произвольной программой. Разрешите представить официальных лиц, обслуживающих данный вид соревнований. Старший судья Владимир Захаров, Москва.
Судейская бригада. Судья номер 1 Элина Вагнер, Сочи. Судья номер 2 Татьяна Рашевская, Белгород. Судья номер 3 Регина Трусова, Казань. Судья номер 4 Светлана Ершова, Омск. Судья номер 5 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Судья номер 6 Марина Сысцова, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Наталья Китаева, Москва. Техническая бригада. Технический контролер Ольга Кожемякина, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Руслана Карева, Москва. На лед приглашаются участники первой группы. Алиса Горбунова, Георгий Павловский, Санкт-Петербург. Софья Звездина, Дмитрий Шеремет, Санкт-Петербург. Альбина Камалдинова, Степан Маришин, Санкт-Петербург. Дарья Самохвалова, Роман Романычев, Пермский край. Разрешена разминка. На льду в Красноярске продолжается Гран-при России среди юниоров. Это третий этап. Серия замечательных турниров, которые демонстрируют нам красоту борьбы, вершины технического мастерства и эмоциональное катание. И всем этим наслаждаются зрители на стадионе в Красноярске и у экранов Первого канала. Продолжаются соревнования парным катанием. Сегодня произвольная программа. У нас 8 пар. Одна лучше другой. За ними одно удовольствие наблюдать, потому что это ребята смелые, отважные, отчаянные, работящие, которые подготовили свои программы к этому сезону и от старта к старту прогрессируют, а мы с вами имеем возможность за этим следить в прямом эфире. Первые 4 пары – это те спортсмены, которые расположились внизу таблицы по итогам короткой программы. Сложная была борьба, но что ж поделать, это спорт. И сейчас мы вам их представим, ваши комментаторы. Василий Соловьев и двукратный олимпийский чемпион Максим Троньков. Привет. Здравствуйте. Здравствуй, Василий. Здравствуйте, наши замечательные зрители. С удовольствием сегодня с вами посмотрим произвольные программы спортивных пар. Обещаю, что будет интересно. Интересно будет, конечно, в основном во второй разминке, но первая для затравки тоже хорошо, чтобы понять, что это за вид такой фигурного катания, что это за дисциплина, парное катание. Открывает катание 2 пары под руководством Татьяны Миновой. Это Алиса Горбунова и Георгий Павловский, а также Софья Звездина и Дмитрий Шеремет. Санкт-Петербург, звездный лед и 2 программы на саундтреке из известнейших фильмов. Далее катается Альбина Камалдинова и Степан Маришин. Это также питерская пара со льда, где тренируются спортсмены под руководством Тамары Николаевны Москвиной. Не только пары, но и одиночники, как мы знаем. Представляет эту пару Артур Минчук. Николай Морошкин их тоже тренирует, ставит им хореографию.
И в завершении этой разминки будут кататься Дарья Самохвалова и Роман Романовичев, ученики Степана Короткова, Марии Самохваловой из Перми. Вот заявлен у них третий луц, я смотрю, тройной луц в списке элементов на юниорских соревнованиях. Исполнение таких прыжков чисто, насколько я знаю, поддерживается бонусом. Да, луц, флип — это считаются сложными прыжками в парном катании, и поэтому отмечаются они бонусом при успешном плюсовом исполнении. Но этой пары еще и Ридбергер заявлен, что тоже является очень сложным параллельным прыжком. На прошедшем Магнитогорске этапе Гран-при мы с тобой комментировали взрослые дуэты в произвольной программе, и там гораздо более легкие прыжки были представлены, то есть тулуп, сальхов и двойные акселя, и ни одна пара не справилась с прыжком-контентом. Это взрослые. А здесь юниоры заявляют и Ридбергер, и Луц. А вот интересно, прыжковые элементы в парном катании — это ведь не паханное поле для работы над оценкой. В этом направлении, наверное, сейчас в том числе размышляют тренерские штабы, да? Да, сейчас новое поколение наших ребят. И одиночное катание уровень очень вырос. И вместе с ним вырос и уровень парников, юниоров, потому что именно из одиночного катания переходят ребята в парное, и уже с очень хорошим прыжковым таким бэкграундом, с прыжковым багажом. И поэтому они могут вставлять эти элементы, но очень сложно сохранить в парном катании эту технику, потому что очень много элементов, над очень многими элементами нужно работать. Особенно сложно девчонкам, потому что они делают еще выбросы. И координация, конечно, в выбросах, в прыжках и в подкрутке отличается разительно. То есть это и высота, и пролет, и дальность. Им нужно, как говорится, разложить эти три оборота совсем в разный период времени и пространства. То есть если выброс, он большой, длинный, там нужно медленнее крутиться, да, амплитуда выброса гораздо более пролетная, чем в прыжке. Вот, поэтому, а потом нужно еще в прыжок опять крутить еще, наоборот, более интенсивно, да, более быстро. В подкрутке еще бывает горизонтально крутиться. То есть, ну, девчонкам сложно в парном катании. И вот сохранить вот эту технику прыжковую, ее достаточно сложно. Нужно очень много уделять внимания именно прыжкам. То есть все равно тренироваться, бывает даже вот дополнительные тренировки берут и тренируют только отдельно прыжки, чтобы они никуда не уходили. Тяжело. Очень многоплановый, конечно, многоплановый у вас вид, который требует внимания ко всему. И в том числе, если это еще и пара высочайшего уровня, то тут идет и требование к взаимодействию партнеров, чего, опять же, нет у одиночников. И требуется почти такое же, как в танцах, чтобы прямо эмоции рвались во взаимоотношениях. Ну, партнеров. это желательно, да, чтобы и все это совпадало, плюс еще поддержки сложнейшие, высокие. Поэтому вид не самый простой, и поэтому не так много представителей мы видим на соревнованиях. Тем временем разминка у нас окончена. Спортсмены покидают лед. Все, кроме одной пары, которая первой выйдет на этот лед. Под музыку из кинофильма «Аватар» Джеймса Хорнера будет кататься Алиса Горбунова и Георгий Павловский из Санкт-Петербурга.
Алиса Горбунова, Георгий Павловский из Санкт-Петербурга. Тяжело начинаются соревнования в произвольной программе здесь, в Красноярске. К сожалению, приходится расстраиваться за ребят. То, что большая часть элементов не получилась. Даже не только те, которые видимые, которые вы видели, падения, срывы, но и те, которые, может быть, вы не можете идентифицировать. Ну вот, например, Тодос базовый. И так вот на не самое сильное выступление еще и накладывается суровое судейство, и получается супер низкая оценка. Да, действительно, как второй этап это для ребят. В Москве мы их видели, и как под копирку прокат, то есть там был тоже очень неудачно. Я никак не могу понять, что с каскадом у ребят, они никак не могут разобраться. Уже второй старт, разный каскад делают, то есть один из 3 прыжков, девочка из 2. То есть, Хотя, мне кажется, могла прыгнуть. Ну еще. да, и как-то просто не стала Двойной. бороться, видимо, и подумала, ладно, оставлю так, но партнер же не может понять, что у тебя в голове. Тут надо как-то это отрабатывать, договариваться все-таки. Ну вот с Тодосом мне непонятно, тут почему базовый, может быть, партнер не совсем хорошо сел, оборота не было в его позиции. Хотел посмотреть на повторе, но, к сожалению, коротко только нам показали. Так очень слабо по уровням, координационные элементы ни одного, то есть прыжки, каскад мы видели, второй прыжок падения, оба выброса падения. В целом тоже... только силовые элементы были неплохо сделаны, я говорю о поддержках и подкруте. Во вращении судьи тоже усматривают ошибку. Да, не было позиции либела. Ну, поддержим. Базовой позиции нет, значит, сразу же буковка В появляется в протоколе. И, конечно же, базовая стоимость сразу же понижается. Открыли Алиса и Георгий эти соревнования. Окей, не лучшим образом, но, по крайней мере, будем надеяться, что они старались, и желаем им удачи. А их оценки вы сейчас увидите. Ну, в принципе, во всех видах фигурного катания постепенно разгоняются соревнования в произвольной программе, и в парах будет точно так же. Пока, конечно, очень скромный, 73, почти 74 балла без 1/100. А их тренер Татьяна Евгеньевна находится у бортика уже со следующей парой. Софья Звездина и Дмитрий Шеремет. Саундтрек из фильма База Лурмана «Ромео плюс Джульетта». Вариация на классическую тему. Бронзовые призеры финала Кубка Федерации прошлого сезона. Пусть у них все получится.
Софья Звездина и Дмитрий Шеремет в потенциально трагической произвольной программе. Переживали мы за эту пару, в том числе, что на первом этапе юниорского гран-при в Москве у них было такое опасное падение с подкрутки. Но как раз с этим элементом справились. Причем очень неплохо справились, действительно. Даже вот, кстати, исправили на третий уровень подкрутку, хотя сначала поставили технические специалисты второй. Пересмотрели. Ну, что сказать по программе, наверное, стоит пройтись, по-другому не скажу, потому что если это Ромео и Джульетта, это все-таки должна быть какая-то драма в хореографии. У ребят должны быть какие-то отношения между ними во время программы. То есть нужно показать эту юношескую любовь, драму. Здесь, в принципе, так, музыка больше фоном была для этой программы. То есть только в концовке была обозначена вот эта трагичность этого произведения Шекспира. Тройной сальхов параллельный. Ну, немножечко так горохом. Судьи отминусовали. Горохом — это когда не совсем параллельно. Когда сначала один попрыгивает из партнеров, потом второй. У нас называется так горошком. Как горошек кинули, вот они отскочили в разные стороны. Да? Выброс тоже мы видим с ошибкой на 2 ноги. Был исполнен. В каскаде, к сожалению, только одинарный тулуп был выполнен. То есть 2 двойных акселя спортсмены справились, а вот с третьим, с тулупом, только партнер вышел победителем. И вот, к сожалению, досадное падение, единственное для этой пары, это с выброса тройной Ридбергер. Довольно быстро поднялась партнерша и вступила в программу. Как будто даже немножко привычно. Ну, возможно. Но поддержки молодец. Партнер все додержал, все посчитал. 4-го уровня обе. И 3-й группы, и 5-й. Ну и вот та самая концовка, о которой я говорил. Здесь Ромео и Джульетту можно распознать. Ну и ушел в пересмотр все-таки финальное вращение. Стоял 3-й уровень. Сейчас посмотрели, какой-то позиции не хватает. Не было стоя позиции. Я сказал тебе сразу же, что не возьмут вращение. Тоже на лэшку будет. Потому что у партнера не было позиции стоя. Только один оборот на одной ноге, вращая партнершу в воздухе, сделал и, к сожалению, потерял. Хотя время было и просто рано, да, рано, сказать, концентрация ушла, уже последний элемент, и не стал, видимо, считать обороты уже в последней позиции. К сожалению, потерял. Но это опыт. Это опыт. Давай на следующем старте, чтобы я прокомментировал, что ты меня услышал, сделал 2 оборота на одной ноге. Уважаемый Дмитрий Шеремет. Ожидаемо побольше они набирают в произвольной программе, чем Алиса и Георгий. Обгоняют их, сохраняют свою позицию с результатом 142,29. На льду Альбина Камалдинова и Степан Маришин. Еще одна пара из Санкт-Петербурга, но с другого льда.
призеры турнира Панина Коломенкина месяц назад. А выступают совсем недавно вместе. Y todos asteros y podari che tonali cliston podo to sono naracoluthi arestitoni toro y de iros mitos tolondas efcardios proskopin ton svon potmon spem fixilionis condos e love mirona successe is atrapos nonimus anapalinis toparestion salpos. Ну вот, как я вам и обещал, в принципе, соревнования разгоняются. Совсем уже другой уровень. Мы видим к третьей паре. Не обманул. Альбина Камалдинова, Степан Маришин под музыку из компьютерной игры Assassin's Creed. Интересный дуэт образовался буквально недавно, этой осенью, уже после прокатов юниорской сборной. Ребята встали в пару и, в принципе, для такого короткого периода очень неплохо себя показывают. Встречает их Артур Леонидович Минчук. Хвалит. Почти молодец, говорит. Почти, потому что двойной аксель, казалось бы, не самый сложный элемент. Не удался партнеру.
тройной подкрутки начали свою программу. Вот как раз тройной Сальхов очень хорошо выполнили, параллельно, классно. Двойной аксель и падение. Еще и у девочки, мне кажется, недокрутик небольшой находит, как и в короткой программе. Но если в короткой программе там прям галочка была, то есть большой недокрут, то здесь, наверное, Q поставят, обозначат, скажем так, что нужно обратить на это внимание. Выбросы здорово, молодец. И во второй половине программы справилась с выбросом партнерши. То есть для нее этот элемент, видимо, самый удобный, не составляет ей труда выполнять выбросы, потому что и в короткой был классно выброс сделан, и 2 выброса в произвольной. Ну, много у пары этой работы еще впереди предстоит, и Артуру Леонидовичу с ними придется, конечно, потрудиться. Но работы он не боится и признанный уже мастер тренерского цеха нашего, поэтому я думаю, что все у ребят будет хорошо. Потенциал точно есть. А подкрутка такая высокая была, всего лишь первый уровень по оценке. Какое-то что-то у них там случилось, касание или еще что-то. Общий результат 149-29. На 7 баллов они опережают прежнюю пару. Софию Звездину, Дмитрий Шеремета. И на льду закрывающая пара в этой группе участников. Дарья Самохвалова, Роман Романычев. Еще одна Ромео, еще один Джульетта, еще один Ромео, еще одна Джульетта, но уже из мюзикла. Ну и мы ждем прыжковых элементов. Может быть, будет бонус за Луц, почему бы и нет. J'ai 30 ans, je suis charmant, j'aime votre enfant, donnez-la moi, je suis d'un bon parti, j'ai derrière moi des princes, des rois, je paierai vos dettes, si vous en avez, je ferai des fêtes, pour vous obliger, mais à genoux, je vous implore, donnez-moi Juliette, car je l'adore. Cher ami, je suis surpris que votre amour soit aussi lourd d'erreurs de prendre un cœur avant son heure, avant son A quale stella, a quale Dio devo la nostra passione? Chi vorrà mai su in cielo? Ma perché sei tu Romeo? A quale stella, a quale Dio devo il suo sguardo d'amore? Che cosa è mai un nome proibito, amore mio? Tra i padri regna l'odio, tra i figli solo amore. Sorrideranno in cielo per Giulietta e Romeo.
Дарья Самохвалова, Роман Романычев из Перми. Симпатичная пара, которая показывает такое слаженное, органичное катание. Но есть несколько вопросов вот у меня к тебе по элементам. Задам в процессе. Да, мне очень пара это нравится. Впервые я их вижу и комментирую. Потенциал очень высокий у этих ребят. Растут серьезные соперники московским дуэтам, которые задают тон пока что в юниорском катании с прошлого года. И в Перми у них высокая конкуренция. Там тоже очень много хороших дуэтов. И мы видели это на этапе в Магнитогорске. Ровненькие, хорошие ребята. Старательные. Не хватает пока второго тройного выброса, но владея тройным луцем, который ребята блестяще исполнили. Я думаю, это дело наживное. Вот мы видим тройной Ридбергер параллельный. Двойной аксель. И еще один двойной аксель. Здесь немножко недокрутики у партнерши на двойном акселе присутствуют. И они технической бригадой отмечены. Это не мое голословное такое объяснение. Так, Луц. Луц шикарно просто, классно. Еще и не первым элементом, третьим элементом выполняют ребята. Такой сложный прыжок параллельный. Ну и вот тот самый двойной. А почему двойной флип-выброс? Ну, пока, видимо, учат ребята. Что-то, может быть, технически пока не получается. Нет уверенности в нем. Поэтому и в короткой, и в произвольной мы видели только двойной выброс. Но в целом, если добавят тройной выброс, то прям солидное будет такое. Такая большая разница катание между выбросом Ридбергером и выбросом флипом? Конечно, большая разница. Один выполняется с дуги выброс, другой выполняется с зубца. Один выполняется по прямой, второй по дуге. Все как и в прыжках. Отрыв партнерши — это название выброса. Так же, как в прыжках Ридбергер выброс, Ридбергер прыжок. Просто так здорово у них получается тройной Ридбергер выброс. Да, казалось бы. Вообще. Они классно катались сегодня, я их поздравляю, молодцы. Ребро находят немножко на луце техническая бригада. А значит, бонус не дадут. И ставят восклицательный знак. Это что нужно обратить внимание. Но в целом мне пара очень понравилась, молодцы. И сами ребята довольны, как и Семен Коротков, который с ними вместе приехал на эти соревнования. Как тренер. Мы как-то не обратили внимания на ребро. Или у тебя все-таки глаз подсек? Ребро в луце у тебя глаз подсек? Ребро? Я, Да. честно говоря, не следил. Я просто смотрел, что параллельно отрыв был вместе. Прыгнули хорошо, легко. Сразу у двух людей ребро сложно увидеть. Нужно, чтобы каждый глаз независимо друг от друга смотрел. Как у Терминатора. Да, Или как у технической бригады. Поэтому в парном катании техническая бригада всегда рассматривает под микроскопом. Вот сильно обгоняют в произвольном катании они предыдущих спортсменов на 13 баллов в одной только произволке. Еще больше в сумме двух программ. Сохраняют свою позицию, а может быть даже заглядываются на группу участников следующую, которую вы увидите через несколько мгновений. На лед приглашаются участники второй группы. Юлия Филимонова, Илья Тынев, Краснодарский край. Полина Сажина, Алексей Белкин, Москва. Ольга Сабада, Павел Астахов, Москва. Полина Шешелева, Егор Карнаухов, Москва. Разрешена разминка. Вторая группа участников на льду в произвольной программе юниорских пар на Гран-при России в Красноярске. 4 пары. Вторая группа, она же завершающая, а значит, здесь лидеры, здесь сильнейшие, здесь те, кто призваны разыграть пьедестал. Среди них 3 пары тренера
Филиппа Тарасова и Дмитрия Забнина. И одна пара из Сочи, олимпийского чемпиона Федора Климова. Вот она будет открывать эту группу участников своей программой на музыку из фильма «Круэлла». На этих соревнованиях Ксения Ахантьева и Софья Евдокимова их представляет, их хореограф на ваших экранах. И так вот пританцовывает, как и положено хореографу, на музыкальном оформлении, которое сейчас звучит на стадионе. Далее 3 пары с стадиона «Хрустальный». Это Полина Сажина и Алексей Белкин. У них заявлен тройной флип в программе, тоже заявка на бонус. Также они выполняли каскад на мемориале Рабер, тройной луц, тройной тулуп и двойной аксель стоимостью 13,40. Это вот довольно-таки высокий результат. Это для пар очень-очень серьезная оценка. И более того, все 3 пары будут выполнять этот бонусный, пытаться выполнить этот бонусный прыжок. Флип или луц, или флип и луц, оба. Поэтому вот мы видим, как разминают Ольга Сабада и Павел Астахов этот тройной луц. Пока не очень удачно у Оли получается, но вообще, если в программу ставят, это значит, что уверенно делают. Что такое бонус? Это такое специальное поощрение в российском катании спортсменов, чтобы они выполняли более сложные технические элементы. Работает этот бонус не на всех соревнованиях, не для всех видов катания, но вот именно здесь, на этапах серии Гран-при, для парного катания луц и флип приветствуются таким образом. Завершат разминку Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Был оправдан, чтобы риск был оправдан. Все ты правильно говоришь. Потому что обычно не хотят пары рисковать, терять баллы. То есть ты пойдешь на луц, сорвешь его и получишь оценку, еще и оштрафован там будешь за падение, например. А здесь, чтобы ребята рисковали, чтобы этот риск был оправдан, им, я считаю, это абсолютно правильно, добавляют бонусную оценку. И тем самым, если они его удачно выполняют, они еще больше получают баллов. То есть... Но подталкивает, ребят, это к тому, чтобы учить не только тулупы? Конечно, конечно, мы это видим. Мы уже видели в первой разминке хорошо выполненный параллельный луц, и вы видели 2 Ридбергера тройных параллельных у 2 пар. Здесь мы у 3 пар увидим эти прыжки сложные. Ну, мне кажется, вот у Дарьи и Романа, ну вот у них и так есть этот луц. Или они же его не специально под бонус учили, правильно же? Ну, конечно, конечно. Тот, кто умеет прыгать, тому это только подспорье. И здесь вопрос о том, что они тоже могут не рисковать и выполнять там сальхов, тулуп, другие пары, потому что это... если другие пары, скажем так, которые в первой разминке катаются, не могут выполнить луц, тулуп и сальхов, а эти могут. Зачем им рисковать и делать флип-луц? Он же еще энергозатратнее. А вот на этапах серии Гран-при разница в баллах, она, наверное, все-таки пошире получается, чем на каких-то уже ключевых соревнованиях, типа первенства или там финала. Поэтому вот эти бонусы, они, наверное, важнее там, где будет борьба за каждую вообще десятую происходить. Конечно, потому что в короткой программе, например, у спортивных пар, у них все сильные пары, они плюс-минус чисто катаются и получают примерно одинаковые вот эти от 63, если хороший прокат, до там 67, может быть, баллов. А в произвольной программе можно очень хорошо отыграться или еще дальше уйти по оценкам, потому что можно сделать гораздо более дорогие элементы. Вот, например, в прошлом году вот четверная подкрутка на ваших экранах, это Полина Шешелева и Егор Карнаухов, очень хорошо сделали.
Кстати, я почитал в правилах вот этих бонусов. За четверную подкрытку бонус дают только взрослым, а юниорам вроде не дают. То есть такой ребята будут делать сложные элементы, а их и не похвалят дополнительно за это. Ну вот, например, я продолжу. Не хотят, наверное, стимулировать юниоров на исполнение такого сложного элемента. Я не знаю, с чем Я это тоже не связано. знаю. Я думаю, что, может быть, девочки меньше, легче. Наверное, кстати, и это может быть. Что ты хотел сказать? Что Извини. Полина Шишелева и Егор Корнухов как раз вот за счет... Они короткие программы в прошлом году всегда проигрывали, были четвертыми, третьими. А в произвольной программе за счет техники вырывались вперед и удерживали лидерство, и все старты выиграли таким образом. То есть они короткую программу практически ни на одном турнире не выиграли. Хореограф Евдокимов тоже одета в стиле программы Круэлла. То есть команда выступает в едином стиле. Это очень круто. Ученики Федора Климова, Ксении Ахантьевой, Юлия Филимонова и Илья Пыльнев открывают произвольную программу в финальной группе. Саундтрек из фильма «Круэлла». She's born to be bad, so run for the hills. Cruella de Vil, Cruella de Vil. The fear on your face, it gives me a thrill. Original, criminal, dressed to kill. Just call me Cruella de Vil. Call me crazy, call me insane, but you're stuck in the past, and I'm ahead of the game. A life lived in penance, it just seems a waste, and the devil has much better taste. And I try to be sweet, I try to be kind, but I feel much better now that I'm out of my The fabric of your little world is torn. Embrace the darkness. Be the fear on your face, it gives me a thrill. What was your name? Cruella.
Немного раздосадована спортсменка, но публика приветствует эту программу аплодисментами, потому что ребята сражались и отчаянно шли вперед со своего 4-го места. Наверняка хотели побороться и за пьедестал в том числе. Да, хорошая пара, классная, статная. К сожалению, сегодня не получилось, но уже гораздо лучше, чем это было на первом этапе в Москве. То есть сегодня, к сожалению, это падение Стритбергера, и партнер, видимо, говорит, ну зачем, ты же уже сделал. Действительно, падение было абсолютно ненужное, и технического там какого-то брака в самом выбросе не было. Просто вот на приземлении как будто очень хотелось, как мы иногда говорим. Ну и, конечно, Софья Евдокимова, ты правильно говоришь, это стиль у нас. Окунулась она в парное катание из танцев на льду полноценно. Замужем за Лешей Свяченко, который за Венгрию очень успешно катается. За парником. Работает с парниками, с олимпийским чемпионом в парном катании Федором Климовым. Про танцы забыла. Родные. Подкрутка только первого уровня. И вообще к этой паре очень странное, мне кажется, отношение тех бригады, потому что я не вижу каких-то проблем, например, в поддержке в первой, которая 3-го уровня. Там был сложный спуск, был абсолютно точно 2 оборота на одной руке. Вот, отпускает руку. Можно посчитать, если покажут до конца. Раз оборот. 2 оборот, четко. Сложная позиция. Это уровень 4. Почему ставят 3, я не понимаю. Моей квалификации заслуженного тренера России и олимпийского чемпиона недостаточно, чтобы понять иногда, как выставляются уровни в парном катании. 3-й этап Гран-при смотрю, 3-й этап диву даюсь. Не понимаю. В некоторых элементах абсолютно я не согласен. И не только у этих ребят. Тодосы, постоянное вращение практически у всех в. Сидишь, считаешь обороты в трансляции, вроде бы все в порядке. Техбригада находит какие-то недочеты. Ну, не знаю. Слишком строго, как мне кажется, относятся техбригады к нашим ребятам. 103 балла 99. Это 2-й результат по произвольному катанию. И они уступают Самохваловой и Романычеву в общей сложности, что ты предсказывал, когда расстроены, конечно, Дарья и Роман катались. Полина Сажина, Алексей Белкин. Вот первая из 3 пар Филиппа Тарасова на льду. Who wants to live forever? Ждем флип. Ну и вообще высокотехнического катания, а также эмоционального. Эта пара может себе позволить. There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us.
match my tears with your lips. And we can have forever these arms again. Who wants to live forever? Who wants to live forever? These Полина Сажина, Алексей Белкин. Да, и правда, очень техничное катание во многих аспектах, такое, что не каждый может себе позволить. И каскад с Луцем, и флип. Здорово. Да, в общем и целом хочется поздравить ребят. Молодцы. Одна ошибочка всего за программу, за такую сложную программу, которую ребята показали. И подкрутка, вот мы видим 4-го уровня, первая на сегодня. Ну вот, ты переживал, что не ставят 4-го уровня подкрутка. Вот она. Ну, так Тодос все равно 3-й. Не все сразу. Как я и говорил, Тодос и вращение — это какой-то любимый элемент, видимо, у тех бригад. И именно эти элементы понижаются. Хотя вот этим ребятам грех жаловаться. Для первого сезона совсем недавно в пару встали весной. И уже так классно. Мы видим, как выполнен сложнейший каскад. Тройной Луци, 2 акселя. И никаких вопросов к недокрутам и ребрам Да, у да, отполюсованный технической элемент. бригады нет. И тройной флип еще параллельно ребята выполнили. Вот та самая ошибка как раз на выбросе тройной флип. А здесь Сальхов просто спасла. Умничка. Полина летела абсолютно из круга. Это самый, ребята сами в интервью признаются, что это самый сложный для них пока что элементы. Это выбросы, что над ними больше всего работают они. Ну, я на тренировках это, в принципе, вижу у ребят, что идет работа над этими именно элементами. Но сегодня молодец. Первый выброс немножко ошиблась, степ-аут. А вот второй прям спасла. Сальховский это был. Молодец. Максим Болотин с ребятами сидит в Киссенкрай. Филипп готовится, Тарасов выводить следующую пару. Максим много занимается именно над программами, над катанием, над шагами. И все пары 3-го уровня дорожки получили в короткой программе. Поэтому работа этого специалиста, она видна и не может быть переоценена. Вот, технический специалист в танцев на льду. По-другому не бывает. Да, кстати. Пересматривают заключительное вращение судьи, судя по протоколу. О чем я мы тебе видим. и говорю. Тодос и вращение — это вот любимое занятие тех бригады. Там какие-то находить, я не знаю, что здесь не находят положение сидя. Я этого, к сожалению, не вижу. У меня нет таких, скажем так... Инфракрасных очков. Да, я не знаю, чего там. Но ни одной паре вращения совместное не поставить. Это как-то странно, как мне кажется, если из 8 пар ни одна не получится. 2 бонуса они получают. Я думал, по правилам только 1 бонус идет на программу. Оказывается, за каждый элемент и за тройной луч в каскаде, и за тройной флип, чисто выполненный по бонусу, получают спортсмены. Это плюс 2 балла. У них 117 в произвольной. Это лидерские результаты. 179 в общей сложности. А на льду Ольга Сабада и Павел Астахов.
Ольга Сабада, Павел Астахов. Какая у них необычная программа, которая с первого движения такая интересная, с такими находками. Но, конечно, приходится констатировать, что в парном катании все находки и хореография, и образы, все это имеет второстепенное значение за сложнейшими элементами, которые нужно выполнять. И имея в арсенале тройной луц, ребята не смогли противопоставить своими первыми тремя элементами своим соперникам. И вот на втором уже элементе, да, где луц в каскаде с акселями должен был быть, они проиграли сразу сходу 12 баллов. Ну, если вот так вот по протоколу смотреть. Да, у Сажиной Белкина после первых 3 элементов было 27 баллов, почти 30 баллов, а у ребят было только 18. То есть они сразу 10 баллов уже проигрывали. И поэтому, конечно, еще и выбросом во втором, ну, подкрутка 4-го уровня из хорошего, да, вот луц совсем Вот она погоня не за дошла луцем, до чего ножки. может стоить, на да? разминке были проблемы, но может какая-то акклиматизация у Оли случилась, потому что здесь тоже только двойной Ридбергер и 2 двойных акселя, то есть вообще с прыжковой частью не справилась Ольга Сабада. Потом вроде бы проснулась, сделала шикарный выброс флип. Вот он на наших экранах. Четкое приземление на одну ножку, здорово. А вот Ридбергер тоже из круга, и, конечно, такой спасать было практически невозможно. Хотя это один из коронных элементов у этой пары, этот выброс, но сегодня, к сожалению. Ну вот мы с тобой обсуждали, что на уровень меньше ставят за Тодосы техническая бригада, а они уже поменяли свой результат. Ты предсказал 3-й, они поставили и вовсе 1-й. Так а вращение как тебе совместное? уровня. Тоже без вращения пара. 7-я пара за день без вращения. И несмотря на довольно-таки высокий класс этой пары, да, и в сейчас теории очень компоненты сложно, и да. так далее, здесь, конечно, ситуация очень тяжелая по Сейчас набору надо молиться, элементов. чтобы остаться в тройке. Напомню, что на первом этапе Гран-при в Москве 2-е место ребята заняли. Очень мало, конечно. Очень По мало. произвольной 3-е место у них, то есть за Самохваловой и Романычевым. Но благодаря преимуществу в короткой программе они набирают 166 баллов. Это на 3 балла больше, чем у Даши и Ромы. И таким образом сохраняют себе место на пьедестале. А впереди выступление Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. Заключительная пара на сегодня. Дома зима, Вивальди, времена года. Сложнейшие элементы. Очень мощная и интересная пара. Давайте же насладимся и поволнуемся.
Прекрасная пара. Чемпионы среди юниоров России, победители первенства, финала Гран-при, многих турниров, всех Гран-при, в которых они принимают участие, с мощнейшими техническими элементами. И все это начинается с четверной подкрутки. Вау, здорово. Да, молодцы, огромные молодцы. Полина и Егор второй сезон доказывают, что они лидеры нашей сборной. Как минимум одни из. Подкрутка второго уровня. Такие элегантные, изящные и в то же время такие мощные. Да. Да, да. Для меня это наши Суйхань. Мне кажется, эта пара очень самобытная. Она необычная для восприятия российских дуэтов, потому что не самые такие, они высокий партнер и так далее. Это сколько угодно можно говорить, но это все вкусовщина. Есть Суйхань, китайцы, олимпийские чемпионы, и которые тоже не отличались какими-то габаритами. И мне кажется, что то, что у нас есть вот подобная пара юниорская пока, это здорово. Повысили до второго уровня подкрутку. Чуть-чуть не докрученный он был, но в целом молодцы, идут на такой сложный контент. Делают шикарный вот каскад, четверной флип, тройной тулуп, двойной аксель. И я вам еще расскажу секрет. Эта пара делает каскад из 3 тройных прыжков. То есть еще 2 тройных тулупа к флипу добавляет. То есть это не максимальная сложность, которую эта пара показывает. И четверной выброс делали тоже ребята на тренировках. Поэтому потенциал у этой пары колоссальный. Колоссальный. Тройной флип-выброс легко и непринужденно. Тут немножко ножкой. Да, даже не чиркнула. Мне показалось в прокате, что чиркнула, но нет, так низко просто провела. Но молодец, молодец сегодня Полина, прям умничка, собралась. Такой сложный контент сделала. После 4 оборотов голову переключила, сделала флип, тулуп, дупель. Тодос тоже самый сложный, вперед, наружу. Какого уровня? 3-го. Ну, для этого Тодоса это шикарно. Поддержка 3-го уровня, конечно, 4-й группы. Это недочетик небольшой. А так, в целом, прекрасно, прекрасно. Сейчас будут космические баллы. Техника 71. Это... Господи ты, боже мой, что называется. На высоком уровне закончили мы эти соревнования. И, конечно, с одной стороны, баллов, мне кажется, здорово, сейчас. когда вот так по возрастающей идет список спортсменов. Хотя многим из лидеров, может быть, не хотелось бы выступать последними в завершении. По личному опыту скажу. И лед уже не очень, и нервы уже не те. Да, но тем не менее, такова судьба лидеров вот в такой жеребьевке, когда приходится выступать последними из-за того, что ты лидируешь. Поэтому нервы на пределе, эмоции на пределе. Нам-то, зрителям, да вы на только тренеров посмотрите. Да, у тренеров вообще нету никакого уже... Да. Измочалены все. 3 пары выступали у ребят подряд. Еще такие качели, да. Да, кто-то падал, кто-то выстреливал. И сегодня нужно хорошенько отдохнуть после таких напряженных соревнований. Сейчас еще бонусов добавят за прыжки. Да, уже. И будет там сумма, будет прекрасно. Как больше, чем у взрослых. В Магнитогорске. 130 баллов и 53 сотые. Это оценка за произвольную программу. А в общей сложности 195-59. И они лидируют с преимуществом в 15-14 баллов перед ближайшими преследователями. Потому что единственное сделали вращение 4-го уровня из 8 пар. И без буквы «В». Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы были с нами на этих соревнованиях. Я уверен, что вы получили огромное удовольствие от катания пар в произволке. И огромное спасибо Максиму Тронькову за такое неравнодушное комментарий этих соревнований. Ну, не переживай ты так. Но я за спортсменов. Я всегда в пользу спортсменов, понимаешь? Они главные действующие лица должны быть, а не судьи, не комментаторы. Иногда думается, что, может быть, хорошо, что ты не судья. Ты бы таких высоких оценок поставил ребятам за старание и в пользу них, и чтобы авансом перед выездом на международные соревнования. А наши судьи стараются их не баловать. Это чтобы уж на международном точно. уровне судьи им тоже вы оставили в вращении, они стараются. Нет, чтобы ребята были выше на 2 головы, когда они поедут на международные соревнования. Они уже выше на 3.
Чего мы им и желаем. Вырасти, чтобы на 4 и быть недосягаемыми, как сегодня Шешелек Карнухов. Здорово. Я просто поздравляю всех, что у нас такие кадры есть в юниорах, которые, перейдя во взрослые, будут задавать тон, я думаю, в мире всему парному катанию. Поздравляю тренерскую всю бригаду и Филиппа Тарасова, Диму Забнина, которые в основном с этими дуэтами больше всех работают. И, конечно же, Георгия Пахилюка и Максима Болотина, и Етери Георгиевну Тутберидзе, Сергея Дудакова, Даню Глихенгауза. Вся эта большая команда, которая работает с нашими парами, которые сегодня заняли весь пьедестал почета в Красноярске. 1, 2 и 3 место хрустальный. Здорово. Спасибо.
тебе не прощу это, а я не отпущу это, нет. Пускай мне будет больно, больно за нас. Еще разок тебя вдохну про запас. Теряю время суток, не в этом суть. Все равно обычно мне не уснуть. Тебе все сводит меня с ума. Сводит меня с ума красиво. Сводит меня с ума. Сводит меня с ума красиво. Все сводит меня с ума. Сводит меня с ума красиво. Сводит меня с ума. Сводит меня с ума красиво. Ты со мной это зашел во мне. Я замерзла в одежде, красивой одежде надежд. А я тебе не прощу это, я не отпущу это, нет. Пускай мне будет больно, больно за нас. Еще разок тебя вдохну про запас. Теряю время суток, не в этом суть. Все равно обычно мне не уснуть. Тебе все сводит меня с ума. Сводит меня с ума красиво. Сводит меня с ума. Сводит меня с ума красиво. Все сводит меня с ума. Сводит меня с ума красиво. Сводит меня с ума. Сводит меня с ума красиво. Мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров в парном катании. Первое место и звание победителей завоевали Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Второе место серебряными призерами становятся Полина Сажина, Алексей Белкин. Третье место и бронзовыми призерами становятся Ольга Забода, Павел Астахов. It's gas. Grab that
Медали победителям и призерам вручает министр спорта Красноярского края Денис Петровский. Цветы победителям и призерам вручает старший судья Владимир Захаров. За подготовку победителей награждается тренер Филипп Тарасов. Желаем победителям и призерам соревнований здоровья и новых спортивных побед. Добрый вечер, уважаемые зрители и любители фигурного катания. Добро пожаловать в город Красноярск, в Ледовый дворец «Кристалл-Арена» на всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Красноярье». Через несколько минут мы начнем наши соревнования. На лед выйдут девушки с короткой программой. Разрешите представить официальных лиц, обслуживающих данный вид соревнований. Старший судья Мария Грибоносова-Гребнева, Москва.
Судейская бригада. Судья номер 1 Элина Вагнер, Сочи. Судья номер 2 Татьяна Рашевская, Белгород. Судья номер 3 Ольга Харчева, Самара. Судья номер 4 Регина Трусова, Казань. Судья номер 5 Юлия Андреева, Москва. Судья номер 6 Марина Сысцова, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Наталья Китаева, Москва. Технические специалисты Наталья Лебедева, Московская область, Руслана Гарева, Москва. На лед приглашаются участницы первой группы. Дарья Антонова, Новосибирская область. София Ермолова, Ленинградская область. Алена Дронова, Москва. Алина Королева, Санкт-Петербург. Ульяна Голубева, Красноярский край. Варвара Кузьминых, Тюменская область. Разрешена разминка. Продолжаются соревнования в Красноярске. Это третий этап юниорского гран-при по фигурному катанию. Сегодня у нас выступают юниорки в короткой программе. Это будет 3 группы участниц, красавиц и тружениц, которые будут представлять свои, я уверен, что и творческие, и техничные программы. Конечно, с каждой из них мы познакомимся отдельно, благодаря трансляции Первого канала. Ну, а на комментаторской позиции Василий Соловьев, и я приветствую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. Привет! Привет, здравствуйте, дорогие друзья, зрители, дорогие любители фигурного катания. Очень рада присоединиться к просмотру этапа Гран-при в Красноярске и уже нахожусь в предвкушении выступления наших прекрасных участниц. Да, очень хочется посмотреть, что здесь за девушки выступят. Конечно, мы, безусловно, узнаем участниц, которые уже выступали на предыдущих этапах, но будет и что-то новенькое, и мы надеемся на какие-то сюрпризы. Я надеюсь на приятные сюрпризы, как и все участницы. Дарья Антонова откроет эту группу участниц. Она из Новосибирска, спортивной школы, Центр зимних видов спорта. Тренирует ее Екатерина Маклакова, Арина Чубарова. И кататься она будет под музыку «Какой прекрасный мир», «What a wonderful world», в обработке Чейза Хольфельдера, который известен тем, что все мажорные мелодии он переворачивает в минор, и таким образом они звучат интереснее, эмоционально и тематически. 13 лет девушки. Затем откатается София Ермолова из Ленинградской области. На катке Golden Ice она тренируется. В прошлом году на чемпионате Северо-Западного федерального округа бронзу получила, победила на первенстве Ленинградской области. Ну, все это давнишние уже теперь результаты. В этом сезоне мы пока не видели выступления ученицы Юрия Сагуддинова, поэтому для нас это здесь сейчас на Первом канале дебют. 15 лет ей. Далее выступает Алена Дронова, ученица Софии Федченко и Влада Данилкина.
кататься будет в короткой программе сразу под серьезную музыку Мориса Равеля, под болеро, естественно, самое популярное. Единственное, что непонятно, как в короткую программу можно болеро утрамбовать. Чудеса фигурного катания. Ну, такая напряженная разминка у девчонок. Смотрю, все очень сосредоточены, получают наставления от своих тренеров. И прям вот видно этот серьезный настрой, мандраж предсоревновательный. Да, ну вот и упала Алена в том числе. С тройного Луци. Ну, будем надеяться, что разминка для того и нужна, чтобы здесь оставить ошибки, все быстренько с тренером исправить и на старте уже показать чистые прокаты, которые мы, конечно, желаем нашим девочкам показать. Также в этой группе участниц мы увидим Алину Королеву из Санкт-Петербурга, из школы, которая объединяет множество катков, называется «Звездный лед». Арина Писаренко ее тренирует, и на первенстве Санкт-Петербурга вот она заняла 11 место, пока далеко от пьедестала результаты. Но пожелаем девушке удачи в этом старте. Также здесь трибуны особенно будут приветствовать представительницу Красноярского края, ученицу Яна Чернецкого, Павла Самохина. Это Ульяна Голубева, 14-летняя, которая в прошлом году также участвовала в юниорском гран-при в Красноярске. Правда, лавров не снискала в своем катании, но зато наверняка местной публике запомнилась своим ярким выступлением. В Красноярске очень часто проходят соревнования по фигурному катанию, и могу сказать, что всегда обращала внимание, что своих спортсменок они особенно тепло встречают, так что очень надеемся, что домашняя поддержка очень поможет спортсменке показать наилучшие результаты. Завершает эту группу Варвара Кузьминых из Тюменской области, где ее тренирует Наталья Заболотная, тоже 14 лет этой спортсменки, которая выступит с программой под названием «Never enough», никогда недостаточно, можно так Это перевести. девиз всех фигуристов, мне кажется, интервью после соревнований. Всегда есть к чему стремиться, всегда можно лучше, всегда есть над чем работать. Ну неужели даже после победы на Олимпийских играх Вот настроение такое, что спортсменов так воспитывают, что недовольны? ты всегда ищешь, где улучшить, где можно еще добавить. Ох, это удивительные люди, которые нам, простым смертным, всегда будут казаться небожителями. Ну что, а самое главное, что отличает фигуристов, это, конечно же, труд, упорство и еще и помноженное на то, что постоянно нужно быть в великолепной эмоциональной форме, красивыми, красиво одетыми, элегантными. Ой, какое вот и тут на мои эти слова случилось совсем неэлегантное падение у фигуристки, но такое тоже приходится переживать, а потом делать вид, что ничего не произошло, и как с нуля презентовать свою программу. Своим талисманом и с тренером Дарья Антонова получает последнее наставление перед короткой программой «What a Wonderful World». I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself,
Молодец, молодец. Дарья Антонова, такая изящная, хрупкая девушка, 13-летняя, открыла эти соревнования и практически все намеченное выполнила. Разве что чуть-чуть там где-то в уровнях судьи, конечно, найдут изъяны, но в прыжковых элементах прям молодчина. Да, начало положено, да еще какое начало. Сразу мы начали с хорошего, чистого проката от Дарьи. Вот мы смотрим двойной аксель. К сожалению, не показали нам заход на этот прыжок, потому что она и зашла со сложного захода, и сразу на той же ноге продолжила повороты делать, так что был и сложный заход, и сложный выезд, что очень ценится. А вот каскад, который нам показали, к сожалению, нашли ребро неправильное на тройном луце, но тем не менее он докручен, он выполнен, что уже дорогого стоит. Мне показалось, что, конечно, первый все-таки всегда волнительно выступать. Волнение, оно как будто чувствовалось в этой программе, но, тем не менее, все элементы прыжковые были выполнены, и тройной Ридбергер затем во второй половине программы. Так что можем поздравить с хорошим Ну вот началом. наконец-то она с хорошей короткой улыбнулась. программой, да. Просто когда она закончила кататься, я даже подумал, ну почему бы и не порадоваться. Может быть, она так устала и так была Ну измотана. вот сейчас уже, да, камень с плеч, Да. можно немножко выдохнуть. Но Поздравили ненадолго. друг друга. Дарья поздравила своего тренера с днем тренера прошедшим, он был вчера, а тренер поздравил ее с хорошим прокатом. Ну вот, включила звезду наконец-то и дает различные эмоции для своих болельщиков, которые с удовольствием наблюдают ее катание на Первом канале, который столько внимания уделяет фигурному катанию в нашей стране, как никакой другой и никогда ранее. Подожди, тебе же нельзя желать удачи. Ты же расстроишься. Вот мы слышим, что у всех спортсменов есть свои какие-то пунктики. Говорят, вот нельзя желать удачи, например. Да, Ну, кто-то не любит. Да, да, например. ну это вот с ней так обычно происходит, или там кто-то ей не хотел пожелать удачи, я не расслышал. Но в любом случае, молодчина, там, да, предрассудки можно оставить позади, по крайней мере, до завтрашнего дня, да, до произвольной программы. Она получает 49 баллов 46 сотых, и таким образом соревнования открыты. На льду София Ермолова из Ленинградской области. Это саундтрек, довольно популярный в фигурном катании, из кинофильма «Мистер и миссис Смит». Придется вот одной отрабатывать за обе стороны. Посмотрим, как она справится с этим. Танго.
София Ермолова. Ну, с постановочной частью, если даже и справилась, то вот Луц и тройной тулуп, к сожалению, не случился. Ну, тем не менее, такое сосредоточенное катание. Девушка очень заряжена на результат, не бросает элементы, старается. Да, прокат на самом деле рабочий, но, к сожалению, самый дорогой прыжок программы «Каскад» сегодня подвел. Давайте сейчас пересмотрим. Двойной аксель, стартовый прыжок, очень уверенно, пролетно, с хорошим выездом. Вопросов нет. И вот «Каскад», тройной луц, тройной тулуп. Луц сделан, а на тройном тулупе и недокрут. И я думаю, что недокрут как раз-таки и стал причиной вот этого падения. Немножко она не дотолкнулась и не довернулась в этот прыжок. Но, тем не менее, собралась во второй половине тройной Ридбергер. Мы сейчас видим на экранах. Прекрасно справилась. И дальше, как мне кажется, в дорожке шагов старалась тоже отыгрывать свою программу, доделывать все движения хореографические. Потому что программа такая яркая, темпераментная, и ее нельзя бросать, даже если что-то не получилось из технической части. Одна тут у нас она в Киссенкрай находится. Мама, папа, Тима, бабушка, дедушки, привет. Всем родственникам приветы. Что бы можно было порекомендовать еще по представлению этого проката молодой спортсменки? Мне показалось, что в «Каскаде» она немножко зажата была на тройной тулуп, и это может быть такое общее волнение, зажатость в теле, в мышцах. И мне кажется, если немножко вот раскрепоститься и в катании, и, может быть, в прыжок туда вот как-то более свободно идти, то думаю, что это может помочь. Но это как раз то, что приходит с опытом, умение правильно с волнением справляться, чтобы оно не мешало, а именно помогало. Вот практически идентичная получается оценка у Софии с Дарьей по итогам короткого проката. И она сейчас чуть впереди, Дарья чуть позади. Алена Дронова из Москвы. Вот та самая программа, которая будет исполняться под «Болеро» Равеля.
Необычная интерпретация от Алены Дроновой и ее тренерского коллектива. Что скажешь? У Алены по такие настроению? движения энергичные, она прям вот как струнка натянутая, и ручки, и ножки, и прям видно, как старательно она выделывает всю хореографию. Видим мы сейчас, что расстроилась она после своего проката, потому что как раз сейчас мы увидим, стартовый каскад не получился, а как мы всегда повторяем, у юниоров очень и очень жестокие правила в короткой программе. Сейчас мы видим тройной луц. Да, она с него не упала, но вот это неуверенное приземление и степ-аут не дают ей возможность прицепить каскад к этому прыжку. И на сольном тройном ридбергере у юниоров нет возможности переделать этот каскад, даже если прыжок исполнен чисто. Такая возможность есть только у взрослых. Поэтому одна маленькая ошибка сразу же стоит очень и очень многих баллов. Но дальше, тем не менее, доделала двойной аксель, тройной ридбергер. Все было сделано. Вращения хорошие. На дорожке мы прям, к сожалению, только первый уровень по шагам. Были неточности, но было видно, как интересную хореографию, которую ей поставили тренеры, очень старается доделывать. Вот даже финальную позу, вот насколько все четко делает прям. За короткую программу Алена Дронова набирает 48-68. На данный момент это третий результат. По компонентам она опережает своих прямых конкуренток Софию и Дарью, а вот по набору элементов уступила 3 балла. Алина Королева из Санкт-Петербурга. Катается под пение Регины Спектор «Après moi», «После меня».
Интересно всегда наблюдать за каким-то за какими-то яркими проявлениями творчества в подготовке программы, чтобы все было не как-то вот равномерно как это сказать, размазано, сейчас плохое слово, да, неподходящее совершенно, да, к этому катанию. А здесь в хорошем смысле с творчеством подошли к этой программе. Да, эту короткую программу определенно хочется отметить, и то, как Алина с ней справилась, насколько она показала два разных вот этих характера, насколько нежно она каталась в первой половине, и потом, когда музыка сменился темп, она тоже сменила этот темп, и в дорожке шагов абсолютно соответствовала и ритму, и характеру музыки, и настолько движения стали четче, резче. Но вот если говорить о технике, сейчас мы видим каскад тройной ус, тройной тулуп. Как будто бы на тулуп не хватило немного скорости Алине. После Луца уже было мало ходу, и тулуп в итоге получился недокрученным. Но, тем не менее, устояла, выдержала и без падений обошлась в своей короткой программе. Мы отмечали с комментатором, что иногда даже вот с Никитой Кацаловым, потому что иногда даже в танцах не хватает вот какого-то интересного изменения темпа, рисунка под музыку. Но взяли, бывает, да, смонтировали такое, и что забыли. музыка меняется, ритм меняется, а спортсмен продолжает кататься в том же ритме. А вот здесь было прям четко видно в дорожке шагов, что и характер движений, и скорость катания уже все изменилось, и за это похвала наша Алине. Алина Юрьевна Писаренко, ее тренер рядом с ней. И вроде бы все... ну да, все, оценки уже готовы. 54-67. Это ощутимо выше, чем у других спортсменок, выступавших до нее. И по компонентам чуть впереди, и по набору элементов. А на льду Ульяна Голубева. Тот самый Красноярский край, где сейчас и проходят эти соревнования, и эмоции болельщиков поддерживают ученицу Яна Чернецкого на льду. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. 3 pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. 3 pasos creo mucho me parece. ¿Y cuando volverá? Je ne reviendrai pas, je suis si loin déjà. Volverás un día o jamás. ¿Y cuando volverás? J'ai fait le premier pas, et tout ne m'attend pas. Volverás un día o jamás. 4 pasos quiero acordarme, 4 pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. 5 pasos ya sin perderme, tanto me alejé. 5 pasos y te perdoné. 6 pasos ya son casi 7, contar más no sé. 1000 pasos y más me quedo de pie. ¿Y cuando volverás? Je ne reviendrai pas, je suis si loin déjà. Volverás un día o jamás. ¿Y cuando volverás? Surtout ne m'attends pas, j'ai fait le premier pas. Volverás un día o jamás.
Программа о любви, программа о взаимоотношениях. И Ульяна Голубева посылает поцелуй льду, на котором она сейчас выступала. Ее родной лед, и публика, конечно, очень, очень верные болельщики, которые вот всю программу в ритм поддерживали своими хлопками. Это дорогого стоит. А как она на разминке себя чувствовала? Не знаю, какая, я вообще убеждена, что родные стены и такая поддержка зрителей безумно ценны для спортсменов и способны творить чудеса, потому что на 6-минутной разминке мы видели, были сложности, причем даже с какими-то легкими прыжковыми элементами. И очень удивила нас в программе Ульяна. Поборолась она за этот луц. Было видно, что вылетела под наклоном, но при этом удержалась. Еще и тройной тулуп туда добавила. Уверенный двойной аксель. Тройной ридбергер во второй половине программы. С прыжками справилась на ура. И мне кажется, что вот именно аплодисменты зрителей, как только ее пригласили на лед и во время программы, очень ее поддержали, потому что на дорожке шагов, ну вот, были видны сложности, может быть, волнение сказалось, может быть, что-то другое, но, тем не менее, это никак не повлияло на техническую прыжковую составляющую этой программы. Ну, тулуп в каскаде она вообще практически на месте уже сделала. Тоже такая борьба, цепкая, прыгучая. Да, прям в борьбе все было сделано, но это очень ценно. Конечно, не будет высокой оценки за технику, потому что очень много, вот первый уровень во вращении, в заключительном, какие-то еще маленькие недочетики, там минус, сям минус, но для себя Ульяна этот старт обязательно запишет в плюс, потому что выполнила установки, поборолась, а это в спорте, да и вообще в жизни, побороться и не отдавать самое главное. 48,14 у нее результат. И в завершении первой группы у нас Варвара Кузьминых из Тюменской области. I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Tablets of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, never,
так с грустью немножко прощается со своей короткой программой Варвара Кузьминых из-за невыполненного каскада, хотя надежда на его исполнение «Тройной луц, тройной тулуп» безусловно была. Но, как говорится в этой песне, как поется, никогда недостаточно. Ее тренер Наталья Леонидовна Заболотная, безусловно, знает об этом не понаслышке. Известный педагог. Давайте посмотрим на повторы. Хочется отметить вот тройной Ридбергер стартовый. Очень понравилась техника исполнения сольных прыжков мне у Варвары. Она вот прям вытягивается, как струнка, вверх взмывает. И на тройной луц точно так же взмыла вверх. Но как будто после этого ей тяжеловато прыгать каскад, потому что все-таки в каскаде всегда акцент должен идти на второй прыжок. То есть первый должен быть таким проходящим, пролетным, на скорости, а акцент вверх, в толчок, должен быть именно на второй прыжок. А она вот так немножко свечкой прыгает первой, это выглядит очень красиво, и, возможно, из-за этого тяжеловато идет второй прыжок в каскаде, что мы увидели как раз-таки на тройном тулупе, который был исполнен в полоборота недокрут на передний ход. И, конечно же, такой прыжок уже выехать тяжело. Очень понравилась дорожка именно хореографически. Было видно, что и по корпусу, и руками доделывала все движения. Немножко не хватало, наверное, такой эмоциональной еще вовлеченности в такую музыку. Катание на разрыв, но, возможно, тоже ошибка на каскаде сказалась, и немножко вот зажатости появилась, но, тем не менее, в движениях вот прям доделывала все до каждого пальчика, и очень красиво это выглядело. Ну, как говорится, пожелаем удачи в следующих, во-первых, в произвольной программе, а во-вторых, большего раскрепощения, но оно, как известно, идет от вот технической подкованности, да, а она, в свою очередь, от бесконечного труда. И конечно, становишься более свободным, и есть возможность выражать свои эмоции. Сейчас у нее 42 балла, и она все же оказывается на последней строчке среди всех участниц. На лед приглашаются участницы второй. Дарья Лебедева, Москва. Софья Смакина, Москва. Алиса Юрова, Липецкая область. Диана Минто, Москва. Амалия Насыбулина, Республика Татарстан. Елизавета Лапутина, Свердловская область. Разрешена разминка. Вторая группа участниц на льду. Здесь есть фигуристки, которые умеют выполнять четверные прыжки, и демонстрировали это на турнирах. Ну и в том числе некоторых из участниц мы уже видели на предыдущих этапах. Уже половина юниорского гран-при остается позади. И все больше и больше мы будем видеть спортсменов, которые уже выступали, сравнивать их результаты. Это всегда очень интересно. Смотреть, как по мере сезона спортсмен двигается вперед. Дарья Лебедева на ваших экранах отдает свою куртку Сергею Дудакову. Из Хрустального эта спортсменка. В частности, вот она умеет прыгать четверные, что демонстрировала на турнирах. Она на данный момент бронзовый призер первенства Москвы в этом сезоне. Софья Смагина в Москве на первом этапе юниорского гран-при получила серебряную медаль и тоже демонстрировала четверной тулуп. Серебро у нее и на первенстве Москвы. Тренируется в школе имени Жука у Давыдовой и Кравцовой. Сергей на ваших экранах. Из Липецка участница Алиса Юрова.
насколько я помню, какое-то время тренировалась в Академии Плющенко. Сейчас вот в Липецкой области Светлана Савенкова и Юлия Воронина, ее тренеры, здесь указаны в официальном протоколе. Еще одна спортсменка из Москвы, Диана Мильто. Это уже школа «Нашей надежды», где работают Светлана Соколовская, Виталий Бутиков, Станислав Захаров. В Москве 4-я она была на этапе серии Гран-при. Надо сказать, что могла оказаться и на пьедестале. Но вот суровые были соревнования. Пошла на риск, на четверные прыжки, с первым справилась. И да, пошла на второй прыжок и уже. Надеемся, что на этом этапе уже все-таки поборется за пьедестал. Вообще очень интересная разминка. Много девчонок, которых мы и на предыдущих этапах видели. И Софья Смагина, которая нас буквально поразила своим катанием. И Диана Мильто как раз-таки очень с интересными программами, очень повзрослевшая с прошлого сезона. Очень интересно посмотреть и на Дарью Лебедеву. Так что девчонки в этой разминке уже интригуют. Да, серьезные. На ваших экранах девушка из Татарстана Амалия Насыбулина. Тоже призер различных соревнований. Сборная Республики Татарстан она входит. И будет кататься под песню «Не время умирать». Завершит эту группу участниц Елизавета Лабутина, ученица Антона Киселева, на стадионе «Локомотив» в Свердловской области. Лидер Свердловской области побеждала в прошлом сезоне на первенстве и чемпионате. Живет в Нижнем Тагиле, а тренируется в Екатеринбурге. Вот так вот приходится носиться между родным городом и центром фигурного катания Свердловским. До окончания разминки осталось У нас короткая программа, поэтому сегодня не ждем четверных, но от таких спортсменок, как Софья Смагина, Дарья Лебедева, Диана Мильто, ждем максимально чистого катания, потому что только оно позволит им зарезервировать, как-то достаточно хороший результат получить, чтобы соревноваться в произвольной. Чтобы иметь возможность рисковать и идти на свои сложнейшие четверные прыжки в произвольных программах. Но надо отметить, что девчонки, которые умеют уже, исполняют четверные прыжки на соревнованиях, сразу видно, вот насколько легко и уверенно они исполняют тройные прыжки, и ничего, кроме какого-то волнения, в принципе, не может им помешать их исполнить, потому что технически сразу же тройные прыжки очень легко у них получаются. Кому-то легче кататься в произвольной программе, если в короткой лидируешь, а кому-то наоборот, если чуть-чуть отстаешь, то думаешь, а сейчас я дам бой. Да, бывает, что догоняющему даже проще. Тебе но как было всегда проще? лучше. Догоняющий быть или сразу? Мне, кстати, кажется, что не влияло. Да? Мне кажется, да. Ну, конечно, лучше всегда, мне кажется, иметь все-таки лучше преимущество по короткой программе, чем догонять потом соперников. Тогда пожелаем участницам получить хорошие баллы в короткой программе, чтобы спокойно выполнять свою произвольную. Дарья Лебедева под музыку Аня Нами, «Пульсар Стар». Silent gloom. I walk into my empty room and smell the trace of nice perfume of someone
used to being really used. Spinning round and round and faster, my mess is too hard to master for a normal, usual human being. Hold me, hug me, or I'll fall, lose the oddments of my soul and turn into a merciless black hole. To be sublime was hard. All need must be devoured. That's the fate of Paul. So strong mind who dreams to shine. 13-летняя спортсменка из Москвы Дарья Лебедева. Короткая программа, казалось бы, тут можно все успеть сделать, но мне даже показалось, что вот даже в короткой какая-то усталость была во второй половине программы. Не тяжеловато, как у тебя по ощущениям? Не знаю, я этого не заметила. Мне показалось, что, наоборот, с первых секунд какое-то, возможно, волнение присутствовало. Осторожничала немножко, вот к прыжочкам так чуть-чуть подкрадывалась, как будто сомневалась. Хотя я уверена, что с тройными прыжками никаких сложностей не возникает там и в тренировочном процессе. Но вот осторожность присутствовала. И мне кажется, что... Эмоциональная какая-то зажатость чуть-чуть, да, на нервной почве? Не знаю, с чем связано, но как будто, да, вот чуть-чуть вот эта осторожность была, и она отразилась вот на каскаде. Мы видим тройной луц, такое сомнительное приземление в зубец ушла, и тяжеловато было оттуда тройной тулуп сделать, поэтому находят недокрут, и немножко в минус уходит прыжок. Но хочется отметить, что, наоборот, например, в дорожке шагов, как заулыбалась Дарья, что даже через экран заставила меня в ответ ей улыбаться. Очень лучезарная, заразительная улыбка. Ну, наверное, на меня прыжок просто произвел такое впечатление, что я переволновался за ее катание и хотел, чтобы ей было легче. А может быть, она как раз, разделавшись с этим тройным каскадом, как-то и почувствовала себя более раскованно и уже дальше делала свою программу, не оглядываясь на то, что не получилось. Интересно тоже, опять же, вот почему не получилось. Вроде бы она в том числе в состоянии прыгать и четверные, а тут на луце такое. Грубых ошибок не было, наверное, вот да, немножко вот эта скованность, аккуратность в исполнении подвела. Ну что ж, 56 баллов — это тем не менее, пока первый результат, да, на 2 балла больше, на 1,5, чем у Алины Королевой. И Софья Смагина на льду, ученица Сергея Давыдова, под композицию Powerhouse.
Вот та спортсменка, которая произвела на нас неизгладимое впечатление и на первом этапе серии Гран-при в Москве, София Смагина. Можно даже рассматривать вот эти турниры, ну так уж получилось, два этих турнира, как противоборство Софии Смагиной и Софии Дзепко. Но при всей своей энергии, при всей своей техничности проиграла 18 баллов тогда на первом этапе. Вот есть ли теоретическая даже возможность победить Софию Дзепко? Или пока еще молодая спортсменка и каких-то компонентов ей априори не хватает? Такая бойкая Софья в этой программе, и так мне нравится она, что даже сейчас не хочется думать о каких-то сравнениях, тем более, что это лишь первый юниорский сезон у Софьи, в отличие от Софьи Дзепко. Да. Поэтому давайте просто наслаждаться таким катанием и такой энергетикой этой прекрасной спортсменки. Она только вышла на лед, сразу уже прям чувствуется, как много в ней этой энергии. И очень нравится эта программа. Про прыжки тут даже нечего говорить. Очень уверенно все выполнено. Но я в этот раз еще больше отметила, насколько она не просто механически выполняет эти движения в программе, а насколько вот каждую эмоцию она передает, насколько она вживается в образ этой программы, причем в очень такой специфичный, непростой образ. И надо отметить, что дорожка шагов 3-го уровня. Впервые мы сейчас видим настолько высокий уровень, зачастую здесь очень строго оценивают дорожки шагов, и у девчонок только 1-й уровень был до этого. Сумасшедшая растяжка на вращении. Конечно, примечательно во многих отношениях это выступление Софьи Смагиной. И она получает 66 баллов за свою короткую программу. Соревнование продолжает Алиса Юрова, Липецкая Из Липецка область. Алиса Юрова. Ее программа под музыку Давина Мишель «Lose Control» — «Потеря контроля». Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, bright and magic, man, it takes two. Problematic. The problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me.
Алиса Юрова. Очень сильное эмоциональное впечатление произвела своей короткой программой на меня Алиса. Вот здесь мы часто говорим о том, что зажатость, немножко такое вот скованное движение, то здесь, наоборот, полная противоположность, насколько раскрепощенно она сегодня катала свою короткую программу. Мне кажется, в дорожке она даже не только каталась, она еще и танцевала. Прям очень пластичная. И видно, что буквально с первых нот своей программы нет этой зажатости. Она вот сразу от души делает все движения настолько широко, настолько объемно выглядит ее катание. Очень понравилось. Если говорить о технических элементах, то начала с тройного Ридбергера, затем мы видим двойной аксель на ваших экранах, и вот каскад во второй половине, тройной лут с двумя руками наверх, очень уверенно, и тройной тулуп. Немножко спереди был корпус, приземление в зубец, и находит четверть недокрута на этом тройном тулупе, к сожалению. И это вот такая единственная помарка. Ну и вот еще немножко, если придраться, то абсолютно все элементы выполнены на третий уровень. То есть все вращения и дорожка третьего уровня. Если дорожка — это скорее хорошо, третий уровень, то на вращениях, получается, везде по чуть-чуть теряет Алиса. Всем большой-большой привет. Всем из Ливиска большой-большой привет. Бабушке, маме, папе, дедушку. Всем большой-большой привет. В Липецк отправляет свои приветы Алиса Юрова. Виктору контент-мейкеру тоже большой привет. Включая Виктора контент-мейкера. Вообще хочется сказать спасибо прямо за сегодняшний прокат. Алиса Юрова набирает 62,7. Хорошие баллы. Она получает 62,71. И это на данный момент второе место за самой Софьей Смагиной. Неплохо, неплохо. Диана Мильто на льду. Она тренируется на стадионе Навка-Арена школы «Наши надежды» у Светланы Соколовской. А здесь ее на лед провожает Виталий Бутиков. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, baby, don't you treat me so mean. You're the meanest old man that I ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road.
Такая комплекция у этой изящной фигуристки, что такое впечатление, что это танцовщица на льду, но одна без партнера танцует. Настолько каждый ее элемент обрамлен какой-то хореографией и настроением, стилем этого танца. Прям замечательно. А когда вот этот мах ногой она сделала во время дорожки, мне прям показалось, что куда-то эта нога чуть ли не люстры, да, коснулась. Но в то же время я так смотрю по протоколу, что судьи рассматривают сами-то прыжки достаточно внимательно. Да, программа замечательная, очень насыщенная хореографией, такие изящные линии у Дианы. Но сегодня, да, вот чуть-чуть как будто бы тяжеловато шли именно прыжки, несмотря на то, что именно в самой программе настолько легко, играючи, кокетничала она со зрителями, с судьями, и что, как мне кажется, очень подходит под эту музыку. Но по элементам мы видим, что в итоге... Да все чисто вроде. Ну, да, в они итоге еще не доходит ничего, луц, да, но тройной вот тулуп. все прыжки, они были выполнены, и двойной аксель, и ридбергер тройной, и каскад тройной луц, тройной тулуп. Все прыжки выполнены, и сейчас как раз-таки техническая бригада их отпускает, никаких недокрутов не находит. Вот сейчас мы видим замедленный повтор. Да, прыжок выполнен чисто, но вот чуть-чуть вот как будто бы не было запаса, наверное, в этих прыжках, поэтому стояли пересмотры практически на всех элементах, но техническая бригада все пересмотрела и согласилась с чистым исполнением этих элементов. Ну и отлично. Хореограф Анна Беливина и тренер Виталий Бутиков здесь вместе со спортсменкой в Кисенкрай. Это дружный и большой коллектив наших надежд, который работает на Навка-арене в Москве. Огромное количество специалистов. И по технике проигрывает 2 балла Софья Смагина и Диана Мельто, а по компонентам еще 1,5. Того отставание 3 с копейками баллов. Республика Татарстан. Из Татарстана Амалия Насыбулина будет сейчас кататься под пение Билли Айлиш. Не время умирать. That I've fallen for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Higher than the paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. There's just no time to die.
James Bond. Амалия Насыбулина из Казани. Получается, за Джеймса Бонда приходится отрабатывать эту программу. Хотя понятное дело, что она посвящена девушке Бонда, а сам Бонд ее только лишь как ангел-хранитель охраняет от всего плохого, что может с ней случиться. Тренер Людмила Гафарова ее встречает у бортика. Ну и что, неплохо, по-моему. Да, замечательный прокат короткой программы. Очень мне понравился стартовый каскад, который вы только что видели. Тройной луз, тройной тулуп, настолько уверенно. Потом как будто чуть-чуть дрогнула на выезде с двойного акселя, но все удержалась, устояла, вцепилась в лед коньком и сделала прекрасный еще и сложный выезд, красивый мах. Но вот, наверное, каскад прям настолько уверенно был выполнен, что очень понравился. И вот заклон тоже очень понравился. На большой скорости был выполнен. Тройной Ридбергер во второй половине программы выполнен, но техническая бригада находит на нем четверть недокрута, поэтому стоимость этого прыжка будет понижена. И стоимость, и надбавки он не может получить больше определенного. Да, как уровня. раз таки именно надбавки и будут снижены. Но тоже очень понравилось, что сменился ритм программы, и Амалия под него подстроилась, очень так воинственно катала вторую половину, отыгрывала полностью и в дорожке шагов, что программа прям читалась. На 4-м месте она сейчас с отставанием в 8 баллов от лидера. А завершает эту разминку Елизавета Лабутина. Антон Киселев ее выводит на лед. Саундтрек из кинофильма о Бэтмене.
Серьезно. Так прям по-спортивному Елизавета Лабутина сейчас выступила, прям выстрелила, я бы даже сказал, во всех своих элементах. И все вращения на 4-й уровень, ну, правда, еще что-то пересматривать будут. Осталось только добавить в это катание еще чуть больше души, мне кажется. Очень сильное, да, выступление от Елизаветы, и очень сильное впечатление она оставляет своей короткой программой, потому что сразу видно вот этот решительный настрой в глазах, когда ни доли сомнения вообще нет у спортсменки, что сейчас она выйдет и сделает все на высший уровень. Вот сейчас мы увидим каскад на огромной скорости, она на него заходит, тройной луц, пролетный, резкий, четкий, уверенный, точно такой же тройной тулуп. Опять же, никаких сомнений не возникает. Затем двойной аксель. Очень плотная группировка, очень ровное положение в воздухе. Она вот прям как часы, четко выполняет поставленную задачу. И действительно первая спортсменка, которая выполнила все вращения на 4-й уровень. Снова вот как механизм у нее все работает в этой программе. Поразительно. Это прям в моменте так завораживает, мне кажется, даже немного. Гипнотизирует. За короткую программу. И вот она за технику набирает оценку даже больше, чем у Дианы Мильто на полбалла. А вот по компонентам... Второй результат. Да, второй результат. А по компонентам уступает. Причем уступает сильно. 2 балла лидеру с половиной, а это серьезная потеря. Таким образом, у нее 62 балла. Это отставание на 4 балла от лидера. И очень плотная группа участниц вот с результатом 62. Как угодно этот результат может повернуться после произвольного катания. В произвольном катании нужны компоненты, кроме того, что ты показываешь еще и чистые элементы. У нас заливка льда, и совсем скоро мы вернемся к соревнованиям юниорок в короткой программе на этапе серии Гран-при в Красноярске.
friends, they don't know. I'd drive away before I let you go. So give me a reason, don't say no, no. There's a chain round your throat, piece of paper where I wrote, I'll wait for you. There's a key on the chain, there's a picture in a frame, take it with you. And run, like you run from the law. Darling, let's run, run from it all. We can go where our eyes can take us, go where no one else is. Run, ooh, run, ooh, run, ooh, run. See, you laugh like a child, and I'll sing like no one cares. No one to be, no one to tell. I could see this view 100 times. Pale blue sky reflected in your eyes. So give me a reason, don't say no, no. And the note from the locket, you keep it in your pocket since I gave it to you. There's a heart on your sleeve, I'll take it when I leave and hold it for you. And run, like you run from the law. Darling, let's run, run from it all. We can go like they're trying to chase us, go where no one else is. Run, ooh, run, ooh, run, ooh, run. There's been this hole in my heart. This thing was a shot in the dark. Say you'll never let them tear us apart, and I'll hold on to you while we run, like we run from the law. Darling, let's run, run from it all. We can go where our eyes can take us, go where no one else is. Run, ooh, run, ooh, run, ooh, run, ooh, run. На лед приглашаются участницы третьей группы. Залина Копачева, Ямало-Ненецкий автономный округ. Ксения Вагина, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. Таисия Давыдова, Омская область. Елизавета Кудряшова, Краснодарский край. Анастасия Шигина, Санкт-Петербург. София Цепка, Москва. Разрешена разминка. И вот она, заключительная разминка в соревнованиях девушек в короткой программе на этапе юниорского гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Уже выступили 12 девушек в предыдущих двух группах. После
В результате этих соревнований сейчас Софья Смагина на первом месте с 66 баллами. На 4 балла от нее отстают практически с идентичным результатом 3 девушки. Тоже очень красивые, эффектные, техничные. Диана Мильто, Алиса Юрова, Елизавета Лабутина. И вот в такой напряженной борьбе проходят сейчас эти соревнования. А впереди еще выступление 6 девушек, среди которых в том числе победительница первого этапа София Дзепко. И, будет интересно сегодня и завтра, и еще целых 2 дня после этого на этапе, на соревнованиях в Красноярске, потому что после юниоров там выступят и взрослые спортсмены. Залина Копачева у нас открывает эту разминку. Она представляет Ямало-Ненецкий автономный округ. Это, пожалуй, что самая дальняя география, которую я помню на своем веку в соревнованиях фигурного катания. Это очень далеко. Ее тренеры Анна Панькова, Елена Шатохина, хореограф Людмила Тихоненко сопровождают спортсменку. На Всероссийских арктических играх она взяла 3-е место в прошлом году. Ксения Вагина, ученица Людмилы Грибовой и Екатерины Михайловой из Ханты-Мансийского автономного округа. Югра. В Казани она выступала в прошедшем сезоне. Не так много результатов. Призовых мест, к сожалению, пока нет. Блеснуть в статистике нечем, но мы желаем хорошего катания на этом турнире, чтобы было интересно, чтобы самое главное для себя сделать программу так, чтобы уехать с соревнований довольные. Это не всегда призовое место, это иногда шажки, которые только ведут к призам. Таисия Давыдова из Омской области, ученица Ларисы Тарапат. В Омской области, в сборную которой она входит, занимала призовые места в соревнованиях юниорок на первенствах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Елизавета Кудряшова, это уже Сочи, становится теплее. 6-я она была на первенстве Южного федерального округа и Северокавказского федерального округа этого года. Тренируют ее Софья Федченко и Влада Данилкина. Анастасия Шигина из Санкт-Петербурга, ученица Оксаны Власовой из Академии фигурного катания. Победила в свое время на межрегиональных соревнованиях по фигурному катанию среди юниорок. В этом году пока без призов. Ну и в завершении самая известная спортсменка в этой группе. Высокая, элегантная София Дзепко. Победительница российско-китайских молодежных зимних игр. Бронзовый призер первенства России, победительница первенства Москвы, турнира памяти Гринькова. Победа в Москве на этапе серии Гран-при. Екатерина Моисеева с Ольгой Симоновой и Максимом Завозиным тренируют ее в школе имени Жука. Ставила ей короткую программу Аленка Старная. Произвольная с прошлого сезона, я так понимаю, осталась. Ну и все эти программы мы видели и восторгались, и переживали. Это, конечно, катание высочайшего уровня. Некоторым девушкам из юниорок совершенно спокойно можно давать бой взрослым спортсменкам.
Это точно. Софию Дзепко можно выделить без сомнений. Ее катание невероятно нежное, изысканное, утонченное. И при этом добавились в ее арсенал четверные прыжки. Так что в этом сезоне очень интересно будет посмотреть за борьбой, за лидерство в юниорском катании. Такой стиль еще у Софии, благодаря тем платьям, которые делаются ей. По-моему, Вера Вонг неважно. Те платья, которые ей делаются для ее программ, настолько тоже подчеркивают ее вот изящество, настолько они стильные. Словно Прям балерина можно на льду. Прям. любоваться, да, даже на разминке. Вот и вся ее утонченность, все. Ну, мы захвалили, конечно, Софию, но это все заслуженно, и мы хотели бы полюбоваться. Но выступать Дзепко будет последней в этой разминке, а стартуем мы с выступления Залины Копачевой. Ямало-Ненецкий автономный округ. Георгий Свиридов, «Метель». Классическая программа. Что ж, молодец в такой суровой компании, в какой сейчас приходится выступать Залине из Ямало-Ненецкого автономного округа. Нужно держать лицо, держать марку и стараться делать элементы. Вот старалась сделать чисто, но, как мы видим, судьи не приветствуют ребро на Луце, да? Ну и если
чуть внимательнее разобрать, то сейчас мы увидим, что каскад должен был быть 3-3, но при приземлении с тройного лутца чуть не хватило, и вот раскрылась она пораньше и сделала лишь двойной тулуп, но вовремя сориентировалась, то есть почувствовала, что тройной прыжок уже вторым прыжком в каскаде она не сделает, и в воздухе раскрылась, удержала выезд, не допустила какой-то грубой ошибки, и дальше справилась и с двойным акселем, и с тройным ридбергером, хотя вот на ридбергере только что показали, видим, что так конек немного вильнул, прям пришлось побороться за этот выезд, но вцепилась в лед, удержалась и вновь не допустила каких-то грубых ошибок помарок, так что можем сказать, что прокат был не без борьбы, но тем не менее справилась. Красиво даже. Да, очень трогательная программа. Золотую программу Залина Кабачева набирает 48-79 – это 10-й результат на данный момент. На данный момент 10-е место. Отставание ключевое по технике, конечно, ну и по компонентам есть Короткую тоже. программу представляет Ксения Дефицит Вагина, баллов. Ханты-Мансийский автономный округ. Из Ханты-Мансийска. Ксения Вагина катается под короткую программу, в короткой программе под музыку Madeline Duke «Love into a Weapon». My heart has teeth, I sharpen them in my sleep. Listen, dear, believe everything you hear. My love is a willing surrender, but if you try to take advantage of it, I turn my love into a weapon. Try to hurt me out then. Go for my own protection, redemption. When I turn my love into a weapon, my heart has teeth. Don't make me have to use them. I keep them too fragile to defend. Hides a dragon. I turn my love into a weapon. Try to hurt me out then. Go for my own protection, redemption. When I turn my love into a weapon. My heart has teeth. Don't make me have to use them. Ксения Вагина. Ксения Вагина. Ну, что тут скажешь? Все девушки относятся к этому выступлению чрезвычайно ответственно. Все очень
спортивные, подтянутые, стараются быть элегантными, женственными в стиле, в программе, у всех костюмы, но, конечно, очевидна разница между разными регионами, разными школами и тем, кто что-то может себе позволить в катании, кто-то, к сожалению, не может. Тем не менее, хочется Я бы хотела похвалить, потому что, да. несмотря на ошибки, которые мы сейчас видим на экране, падение с Ридбергера и неточный выезд с каскада, очень положительное впечатление от программы осталось. Есть спортсмены, которые в начале программы немного скованно выполняют движения, так немножко в полноги, потому что сосредоточены на элементах технических и отпускают себя только после исполнения прыжков. То здесь вот Ксении было видно, что буквально с первых движений своей программы она выкладывается на все 100%, с полной отдачей доделывает хореографию. Видно, что ей самой нравится эта программа, ей нравится ее раскрывать, показывать эмоции и прям вот от всей души ее катать. Очень понравилась дорожка шагов, она ее начала с таких мощных 2 твизлов на большой скорости. Так что, несмотря на ошибки, молодец. Вот это и хочется прежде всего вот за них порадоваться, что ты понимаешь, что прыгнуть выше головы нельзя, но сделать программу настолько ярко, чтобы тебя запомнили, тебя аплодировали и тебе желали успеха, и видели, что ты стараешься, это, конечно, дорогого стоит. Таисия Давыдова из Омской области на ваших экранах. «Плата за боль». Так называется ее короткая программа. I take bad trips to insane, where I can drink poison rain. I like to fail to escape till I can feel my soul break. And you know that I get numb from being safe, and I get off in darker places. I bleed in vain, and I know that you get low from my contusions, crying down in my confusions. I bleed in vain. Take me down to the shame, pay for the pain I dream and show our cards like it's a game. Can't drink away this feeling. Isn't that the way love goes? Isn't that the way love goes? Isn't that the way love goes? Pay for the pain. Pay for the pain. I think my eyes are on fire. Lay me down to your desire. Yeah, I feel your hurt every time. You say it's a victimless crime. And you know that I get numb from being safe, and I get off in darker places. I bleed in vain, and I know that you get low from my contusions, crying down in my confusions. I bleed in vain. Hell yeah, down to the shame, pay for the pain I dream and show our cards like it's a game. Can't drink away this feeling. Isn't that the way love goes? Isn't that the way love goes? Isn't that the way love goes? Pay for the pain. 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 Таисия Давыдова. Таисия Давыдова. Вот хорошая тоже попытка сделать такое катание, которое бы публике запомнилось и
чтобы было о чем вспоминать, когда думаешь об этом турнире. Но такие вот печальные вещи, когда на вращении даже случаются серьезные ошибки, они всегда нам показывают, что фигурное катание — это сложное испытание в каждом элементе, а не то, как некоторые думают, что это всего лишь кто-то танцует перед нами. Но было ощущение, что Таисия сегодня немножко не в ногах, как мы говорим. Даже вот на прыжках мы видим каскад, и двойной аксель, чуть-чуть из круга она вылетела, тройной луц, немного, опять же, ось не в ту сторону, на тройном тулупе ошибочка, Ридбергер, наклон корпуса вперед. И видим вот по ходу программы, чуть-чуть где-то споткнулась, где-то неуверенно проехала. Вращение, да, вот, к сожалению, не прыжковые элементы первого уровня, второго уровня, дорожка базового. То есть вот немножко она сегодня как-то не чувствовалась уверенности в том, что она делает. Какая-то отрешенность присутствовала. Может быть, и акклиматизация сказывается, не будем забывать. Ну да, все же еще съехали со всей страны. Небось, на тренировке были где-нибудь в 6 утра примерно. Потому что программа насыщенная, спортсменов много, видов много. Сегодня выступают вообще все. И танцоры, и парники, и все одиночники. Сегодня было ощущение некой растерянности, да, в катании. Но пожелаем, чтобы завтра была только собранность, настрой и уверенность в своих силах. За короткую программу Таисия Давыдова набирает 38 баллов за короткую программу. На данный момент это самый слабый результат среди всех спортсменок. Пожелаем Таисии удачи в ее дальнейшей работе. Елизавета Кудряшова, представляющая Краснодарский край. Тренируется на олимпийском льду. Ее короткая программа под композицию «Proud» Тамары Тадевска. They will try to tell you what to do, how to look, smile, act, and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something, girl. For every tear the world makes you cry, hold on to me, I am always on your side. Don't be afraid to spread your wings and fly. Tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them, this is me and thanks to you I'm proud. Go on now, tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them, this is me and thanks to you I'm proud, I'm proud, I'm proud. 38
Елизавета Кудряшова. Такая изящная, пластичная девушка с таким красивым классическим катанием и, по-моему, очень довольна своим прокатом. Это один из ее тренеров, Антонио Кордейру, ее встречает у бортика. Тоже доволен. Да, как же замечательно видеть такие лучезарные улыбки спортсменок после их прокатов. Видим стартовый каскад из 2 тройных тулупов. Справилась, сделала хорошо, уверенно. Двойной аксель, никаких вопросов. И тройной ридбергер точно так же. К прыжкам вообще нет никаких замечаний. Все вращения выполнены на 4-й уровень, что редкость на сегодняшнем турнире. Так что этим точно можно гордиться, этим достижением. И в целом вообще очень эмоционально каталась, старалась вот этот надрыв музыки передать. Антонио Соуза Кордейру раньше выступал в парном катании, вообще-то катался. Сейчас работает здесь, в России, выступал за сборную Хорватии в свое время. Мама русская, отец португалец. Работает вот в «Триумфе» вместе с тренерами Софией Федченко и Владой Данилкиной. За короткую программу 57 баллов она получает. 57,58. Отставание от лидера на 9 баллов. Ну и не такое большое отставание от тех, кто занимает места со 2 по 4. Можно побороться. Анастасия Шигина. Анастасия Шигина из Санкт-Петербурга. Ученицу Оксаны Власовой, тренирующаяся в Академии фигурного катания. Mira, 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 mírala, mírala. Mira, 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 mírala, mírala. Mírala, mírala. Mira, 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 mírala, mírala. Mira que eres linda, qué preciosa eres. ¿Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú? Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira, 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 mira que eres linda. Mira, mírala, mírala, qué preciosa eres. Mírala, mírala, estando a tu lado, verdad que me siento más cerca.
Короткая программа, название которой «Мира Куэрес Линда» переводится как «Посмотри, какая ты красивая», в исполнении Анастасии Шигиной. Ну, действительно, уж в чем, а в красоте нашим девушкам вот с первого по последнее место не откажешь. Девчонки все просто замечательные. Это точно. Женственная программа, такое красивое платье, танцевальная хореография. Все это сегодня так подходило спортсменке, и так красиво она каталась. Тренер ругается немножко, недовольна. Ну, понятно, чем. Наверное, могла больше. Технически, да, конечно, недочеты были. Вот начала с тройного Ридбергера недокрут. В четвертьобороты на нем находят. Двойной аксель чисто и каскад. Во второй половине программы должен был быть из двух тройных прыжков, тройной флип и тройной тулуп, но мы видим, что вот сейчас тройной флип уже в небольшой недокрут приземляется, скорости нет, и решает спортсменка сделать двойной тулуп. Думаю, что это как раз те моменты, которыми тренер может быть недоволен. Но вращение очень красивое, интересные позиции у Насти во вращениях. Очень пластичная, танцевальная девочка. В дорожке шагов это особенно было видно. Эмоция после проката всегда бесценна. 54 с копейками балла получает Анастасия Шигина. Это на данный момент 9-й результат. И впереди у нас только одна участница осталась. На льду София Дзепка. Екатерина Моисеева настраивает ее на выступление. Безусловно, звездная участница этих соревнований юниорских. Катается она под музыку Сергея Прокофьева. Красивая, классическая программа, которую мы видели с вами на московском этапе.
Очень достойное мастерское катание, когда все настолько воздушно и легко, что даже аксель двойной кажется не отдельным элементом, а каким-то таким легким прыжочком в хореографии. Сделано настолько элегантно. И даже когда она останавливается в середине программы, все равно вот вокруг нее какой-то... Спектакль продолжается. Да, спектакль продолжается, даже если она на месте стоит. Да, настоящая актриса, танцовщица и одновременно фигуристка с очень технически сложными элементами. И про двойной аксель вы не просто так сказали, потому что меня совершенно поразило, как с двойного акселя на той же ноге она продолжила вначале делать двукратную тройку на очень большой скорости, а потом оттуда сразу же вошла во вращение на той же ноге. Мне кажется, я такого даже не видела. Настолько она вот владеет коньком и своим телом, когда катается. Тройной Ридбергер. Прыжки тоже очень красивые. Вот двойной аксель, с которого она сразу же на той же ноге начинает крутиться и сразу же входит во вращение. Очень сложно это сделать, но когда смотришь на Софию, кажется, что это абсолютно несложно и вообще без особых усилий делается. Каскад, тройной луц, тройной тулуп с руками наверх. Без доли сомнений выполненный. Все 4-го уровня. Вот. Единственная спортсменка за сегодня, у которой и все вращения 4-го уровня, и дорожка шагов 4-го уровня. Вот какая балетная красота. И как нам повезло то, что эти соревнования в короткой программе завершаются на такой высокой ноте, что очевидный лидер этих соревнований выступала последней, заработала 72 балла. Это на 6 баллов больше, чем у Софьи Смагиной. На 3 балла больше за компоненты, на 3 балла больше за элементы. В общем, вот так вот ровненько распределились эти оценки. Вот обратите внимание, первое место отрыв 6 баллов, затем 4 балла почти отрыв, и затем очень плотненько спортсменки располагаются. Так что завтра ждем выдающейся борьбы, интересной, красивой, насыщенной в произвольной программе. Не прощаемся с вами надолго.
тех, кто следует за своим сердцем и не боится сделать первый шаг. Для тех, кто отвечает за самое ценное и создает надежную дорогу в будущее. ТЭД «Живи движение». Для тех, кто стремится к новым вершинам, для тех, кому важно быть в форме, для тех, кто думает о здоровье близких. Питьевая вода – спорт для каждого из нас. Сиренко. Официальный партнер соревнований Сиренко – крупнейшая дистрибьюторская и логистическая компания Сибири и Дальнего Востока. Агат и Теннет. Партнер соревнований – официальный дилерский центр Теннет Агат на Котельниково. Компания Агат – ваш надежный партнер в мире автомобилей. Дымов. Компания Дымов – один из ведущих российских производителей мясной продукции. Продукция Дымов из настоящего мяса. Лель. Питьевая вода Лель от чистого сердца природы. Лель Спорт удобно взять с собой на тренировку, в машину, в поход. Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы продолжаем соревнования. Через несколько минут на лед выйдут юноши-юниоры с короткой программой. Уважаемые зрители, разрешите представить официальных лиц, обслуживающих данный вид соревнований. Старший судья Владислава Глазкова, Челябинск. Судейская бригада. Судья номер 1 Алексей Сучков, Москва. Судья номер 2 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 3 Светлана Ершова, Омск. Судья номер 4 Константин Кучин, Челябинск. Судья номер 5 Владимир Захаров, Москва. Судья номер 6 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Елена Фомина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Елена Ушакова, Москва. Технические специалисты. Александр Кузнецов, Москва. Наталья Митюшина, Москва. На лед приглашаются участники первой группы. Андрей Коцин, Санкт-Петербург. Александр Болсуновский, Ямало-Ненецкий автономный округ. Алдар Самбуев, Москва. Никита Малютин, Москва. Марк Соколов, Москва. Разрешена разминка.
В эфире соревнования по фигурному катанию на красноярском этапе Гран-при России среди юниоров. Настал черед выступления юношей в короткой программе. Первые 5 участников уже на льду. Юниоры у нас молодцы. Они делают соревнования максимально интересными, максимально содержательными. Поэтому мы с огромным удовольствием в компании Первого канала наблюдаем за тем, как парни растут, становятся крепче, техничнее, ищут новые программы, способы самовыражения, ну и по шажку приближаются к своей спортивной мечте. У каждого она, безусловно, своя. Когда мы смотрели соревнования, то в том числе обсуждали, что ведь есть же какие-то и первоисточники, о которых мы иногда забываем. Вот написано, фигурист в 5-летнем возрасте был отведен своей бабушкой на каток, потому что у него было слабое здоровье. И человек поправил себе здоровье. Что может быть важнее, чем здоровье на этом свете? Но потом накладывается: хочу выиграть, хочу поставить программу, хочу докататься, хочу туда, хочу сюда. И цели меняются. А здоровье, я надеюсь, остается. Мы на комментаторской позиции с огромным интересом и удовольствием наблюдаем за соревнованиями и делимся с вами своими соображениями. Василий Соловьев и олимпийская чемпионка Анна Щербакова вас приветствуют. Да, приветствую всех любителей фигурного катания. У нас на льду 5 участников, вообще 3 группы по 5 человек, итого 15. Первый из них был вам представлен, это Андрей Коцин из Санкт-Петербурга, где в школе «Звездный лед» он тренируется у Татьяны Николаевны Мишиной. Также вслед за ним выступит Александр Болсуновский из Ямало-Ненецкого автономного округа. А здесь Алдар Самбуев, ученик Екатерины Моисеевой, которую вы видели в соревнованиях девушек. Она выводила Софью Дзепко на лед. Это спортивная школа Олимпийского резерва имени Станислава Жука. Он выступал в Магнитогорске на предыдущем этапе и занял там 2-е место с хорошим результатом. Вслед за ним Никита Малютин, еще один 16-летний спортсмен, который тренируется в школе «Легенда» у Виктории Буцаевой, Владимира Власова, Галины Ищенко. На первом этапе Гран-при России среди юниоров он занял 3-е место, набрал 219 баллов. Очень хороший тоже результат. Поэтому у нас здесь с вами собирается такая сильная команда крепких спортсменов, уже зарекомендовавших себя на предыдущих этапах. И Марк Соколов. Еще один ученик Буцаевой и Власова. Как по ощущениям проходит разминка у мальчиков? Мне кажется, довольно напряженные. И ошибки, конечно же, присутствуют. И видим мы сосредоточенные взгляды и спортсменов, и тренеров. Все прям серьезно настроены. Хочется пожелать всем, чтобы все задуманное сегодня обязательно удалось исполнить. Напомним, что в короткой программе у юниоров запрещены четверные прыжки, поэтому сегодня самый сложный прыжок, который можно исполнить, это тройной аксель. Тройной аксель, каскад из 2 тройных прыжков и сольный тройной ридбрекер как обязательный прыжок. Так что сегодня будет борьба именно за чистоту исполнения. Вот сейчас видим прекрасный тройной аксель с 2 руками наверх исполненный. Сегодня будет именно борьба за чистоту исполнения, за каждую 100-ю балла, за уровни. Вот короткая программа — это то, что нужно катать чисто, безошибочно, чтобы в произвольной не пришлось никого догонять потом. Тройной аксель тоже такая задача-то серьезная для молодых ребят.
Тем более, что тройной аксель по своей технике исполнения сильно отличается от других прыжков. Соответственно, у кого-то он получается хорошо, у кого-то плохо. Вот посмотрим, кто как к этому Ну, уверена, да, готов. сегодня мы увидим большое разнообразие тройных акселей. Как Попыток. раз посмотрим, да. Да, и аксель. Вон, Марк делал попытку как раз тройного акселя. Выступать Марку последним в этой группе, поэтому он рискует на разминке по полной Будет время восстановиться. и настроиться, если вдруг сейчас на разминке что-то не получится. Разминка закончена. Просьба спортсменов. Завершена разминка. Открывать будет Андрей Коцен. На лед Андрея выводит Софья Самодурова. Один из тренеров его в этой прекрасной школе, где руководят Алексей Мишин и Татьяна Мишина. Кататься Андрей будет под музыку группы Redbone, название которой переводится «Приди и возьми свою любовь». Такое позитивное послание. Композиция, которая была написана аж 50 лет назад, а популярной стала совсем недавно из-за фильма «Стражи Галактики». Hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. Its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay a victim if I can for sure. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Андрей Коцен. Конечно, хочется, и я не удивлюсь, если Андрей сам выбрал эту музыку для своей короткой программы. Конечно, хочется, чтобы он как звездный лорд зажег, и это был бы ход в танце, и все вокруг качались и аплодировали. Пока нет, но
Зато Андрей начал с тройного акселя и вполне себе мощного, даже в плюсы, в хорошие. Задал высокую планку. Да, первый он выступал среди юношей и сразу показал вот тот самый контент сложный с тройным акселем, который сейчас на ваших экранах. Уверенно. Возможно, в воздухе немножко показалось, что ось была не идеальная, но, тем не менее, уверенно сделал выезд. Затем каскад из тройного луца и тройного тулупа, без всяких вопросов. Тройной Молодчина. ридбергер тоже сделал. Можно чуть поувереннее выезд, но, тем не менее, технически все прыжки были исполнены. Были вопросы и остаются у технической бригады к непрыжковым элементам. 2 вращения выполнены на 2-й уровень и дорожка шагов лишь базового уровня. То есть к шагам очень много претензий у технической бригады. Но это те вещи, над которыми можно и нужно работать, чтобы не терять на них баллы, тем более, когда исполняешь такой сложный контент, когда исполняешь его чисто. Ну, у Мишиных всегда дело с прыжками обстояло хорошо, а это самое важное. Есть такая база крепчайшая, к которой мальчик-то очень симпатичный, и потенциал быть ярким и артистичным у него, безусловно, есть. Он еще вполне себе молод и сможет развить в себе все необходимые, и в том числе в этой программе, качества, чтобы зажечь по-настоящему. Этого мы ему и желаем. А так, конечно, открывать соревнования на таких серьезных турнирах — это всегда Определенная тревожненько. ответственность, да. Тревожненько, да. Григорцев набирает 65,26. 65-26. Короткую программу представляет И с короткой программой на льду Александр Болсуновский. Ямал-Ненецкий автономный округ. Катается под музыку Карла Дженкинса, хорошо известную в фигурном катании. Драматичная, напряженная.
Стойкий фигурист Александр Болсуновский. Так в какой-то момент мы аж вздрогнули на дорожке, но устоял, молодчин, не потерял равновесие. Конечно, у Александра попроще набор прыжков и элементов, чем у его оппонентов, но держался молодцом. Да, пусть технически программы и не столь сложные, как у соперников, тем не менее он пошел на тот набор, на который был готов сегодня пойти, и с ним он справился. Надо сказать, что и программу он катал с полной отдачей, явно старался передать этот образ, доделать движение. Вот мы видим стартовый каскад, тройной сальхов, двойной тулуп. Так и было в заявке, и тройные прыжки, вот тройной Ридбергер особенно, на какой высоте он исполнен, с каким запасом. Я уверена, что там потенциально и четверной может быть, так что уверена, что контент этот спортсмен будет еще усложнять и усложнять. И на тренировках уверена, что ведется работа. Вот сейчас мы видим, да, та самая помарка на дорожке шагов, где мы все вздрогнули, но удержался. Двойной аксель тоже сделал, тоже хороший запас. Уверена, что на тренировках уже ведется работа и над тройным акселем, и над четверными прыжками, потому что техника прыжков хорошая. Есть куда прибавлять. Мы все вздрогнули, а Александр нет. Даже глазом не повел, бровью не повел. 53-14. Сильно он отстает от Андрея Коцина. Это объяснимый результат. На льду Алдар Самбуев. Дедушка и бабушка у Алдара уроженцы Бурятии. И имя Алдар, которое ему дали в переводе с бурятского, означает «стремящийся к славе». Катается он под композицию группы Two Feet под названием «You», «Ты». Чувственная блюзовая композиция с электронными элементами о желании, страсти и сомнениях. Tell me your problems. I don't wanna solve them. I don't really care. I don't really care. And you had a lot on your mind now. Your mind is you. So tell me the truth, wasn't me then.
С каким стилем сегодня катается Алдар. Мне кажется, даже круче зажег, чем в Магнитогорске, где он занял 2-е место. Настолько, вот мы подобрали слово с Аней, развязанное катание на таких шарнирах. И на это работает все. И музыка, и прическа, и костюм, весь стиль. И несколько раз мы прям ахнули от его хореографии. На меня эта короткая программа прям такой вау-эффект произвела. От и до, с первых секунд до последних, насколько он владеет коньком, владеет своим телом. И действительно вот эта развязанность в корпусе абсолютно не мешает ему параллельно очень сложные хореографичные шаги выполнять. При этом тройной аксель уверенно, с 2 руками наверх, сразу и с корпусом, и с выездом. И он ни на секунду не выходит из образа своей программы. Тройной Ридбергер тоже с руками наверх. И нету пустых каких-то моментов в этой программе. Он не останавливается. Она вот от и до идет. И я прям под таким огромным впечатлением нахожусь от катания Алдара Как сегодня. будто это такой показательный номер, поставленный каким-то молодым, но все-таки уже взрослым спортсменом в качестве иронии, как будто бы, да, в мир фигурного катания. Тройной луц, тройной тулуп тоже с руками наверх. Все вращения 4-го уровня, дорожка шагов 3-го уровня и дорожка шагов, насколько она тоже круто была выполнена и с корпусом, и с интересными находками. Прям вот выложился он сегодня. Я обычно судей не критикую, но мне вот хотелось бы больше плюсов в надбавках за элементы. Согласна, соглашусь. Один только за аксель Мне тоже, да, поставлен казалось, больше что балла, больше баллов может все набрать. остальное меньше балла. И это, ну, обидно немножечко, как болельщикам. Евгений Власов выводит на лед Никиту Малютина. Тренируют его Власов и Виктория Буцаева. Саундтрек из сериала «Наследники». На первом этапе Гран-при среди юниоров он занял 3-е место.
Суровая у нас борьба в короткой программе у юниоров. И Никита Малютин, один из претендентов, если на какие-то места на пьедестале, и уж точно мы думали, что он будет где-то рядом, но вот теряет огромное количество баллов, наверное, баллов 9 на той комбинации, которую он не смог исполнить, которую мы увидим в замедленных повторах. Напряжение. Да, именно так. Очень обидная, но при этом очень грубая ошибка. Но давайте начнем сначала. Тройной аксель на ваших экранах с 2 руками наверх, хорошо исполнен. Затем тройной ридбергер без вопросов. И, собственно, во второй половине программы должен был быть каскад тройной луц, тройной тулуп. Сейчас нам его покажут. Вот, на тройном луце чуть-чуть его спина назад забросила, и приземление на пятку практически невозможно было удержаться, и в итоге, да, корпусом его увело назад, он упал, и из-за этого остался без каскада, на чем, конечно же, очень много баллов потеряет. Прям было видно, и сам он прям встал, расстроился, разочаровался этим падением. Все вращения исполнил на 4-й уровень, что очень похвально, но дорожка шагов на 1-й. То есть с шагами были какие-то неточности. Могли шаги посыпаться из-за настроения? Вполне, уже не да. тянул ногами. Мог не настолько внимательно уже доделывать, потому что все мысли, возможно, были о каскаде. И сейчас видим, что очень он расстроился. Вот отставание как раз 9 баллов. Именно столько он на этой комбинации потерял. Вот так. А тем временем Евгений Власов выводит следующего ученика на лед. Это Марк Соколов. Спортсмен катается под музыку, которая называется «Земля всех». Композиция к триллеру «Пустыня» была написана. Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
Под песню «Аллилуйя» не проходит молитва у Марка Соколова безошибочно на этой короткой программе. Причем мы видели на разминке, что вот прям так он и падал на этом тройном акселе. Это, ну, никак он не настраивался на разминке. А можно вообще успеть настроить прыжок на разминке, если он вот так не получается? Хотя вроде времени Конечно, много прошло. возможно, Уже первый, да, это всегда по-разному катался. абсолютно. Можно настроить прыжок на разминке. Может быть такое, что просто ушел сам в раздевалке, посидел, голову в порядок привел, и все на льду дальше получилось. Ну вот, Получается, еще больше накрутил, да, наверное. здесь технически, конечно, неудачный прокат, падение с тройного акселя, затем тройной Ридбергер, конечно же, без проблем справился. Ну и каскад во второй половине, тройной ус, тройной тулуп тоже не удался безошибочным. Сейчас мы его посмотрим. Тройной луц очень хорошая высота, запас. А вот тулуп в недокрут, как будто бы он все силы в тройной луц вложил как раз, а на второй прыжок уже немножко не хватило. Недокрут, степ-аут. На вращениях тоже проскочила третий уровень, и позицию одну не засчитали. Но при этом хочется из положительного отметить, что очень хорошо владеет коньком, интерпретирует программы свои. Так что потенциально очень хороший спортсмен. Чуть-чуть вот техническую сторону именно подтянуть, все какие-то нюансы решить. И уверена, что и программы еще ярче будут смотреться. Да, в Магнитогорске тоже обратили внимание на то, как органично Марк Соколов существует на льду, но, к сожалению, и там в короткой программе 14 место у него было. И вот здесь на данный момент он 4-й, но впереди выступать еще 10 человек будут. Артем Федотов, Москва. Данил Колосков, Санкт-Петербург. Валентин Сидоренко, Санкт-Петербург. Павел Грибуля, Свердловская область. Платон Каблуков, Краснодарский край. Разрешена разминка. Отчаянная борьба идет в короткой программе у юниоров на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Спортсмены смело штурмуют тройные аксели. Это самый важный прыжок, наверное, в короткой программе. Ну, также важен любой элемент, а также сложным являются каскады из тройных луцев и тулупов. Вот смелость — это одна из отличительных черт вас, как фигуристов. Я вот недавно разговаривал с одной девушкой, которая была фигуристкой, но не пошла дальше в одиночном катании, ушла в синхронное. Я говорю, а почему? Она говорит, я трусиха. Я на эти прыжки не могу прям. Хоть зажмуривайся, хоть плачь, но идти на этот риск не смогла. Ну, а вот ты смогла. С чем и поздравляю. И все те спортсмены, которых мы видим на соревнованиях такого уровня, они смогли. Артем Федотов первым катается в этой группе. Он ученик Сергея Дудакова. Следующим катается Данил Колосков, Вероника Дайнека и Александра Панфилова. Его тренируют. Это уже Санкт-Петербург и тот клуб, который представляет Тамара Николаевна Москвина, возглавляет. Валентин Сидоренко в этой разминке третий. Ученик Александра Устинова
Александра Карнизова, хореограф Матвей Ветлугин. Это спортивная школа Олимпийского резерва «Манеж». Из Новосибирска этот спортсмен в свое время переехал в Санкт-Петербург. Вслед за ним выступит Павел Грибуля. Это Свердловская область, все тот же стадион «Локомотив». И тренер Нелли Эльснер. На соревнованиях памяти Игоря Ксенофонтова бронзовую медаль получил он в этом году. Но в прошлом на данном этапе в Красноярске был пока 9-м. В заключении этой группы участников Платон Каблуков выйдет на лед. Здесь Софья Федченко и Влада Данилкина представят еще и юношу-одиночника на льду Красноярского стадиона. Как мы уже говорили в предыдущей разминке, в соревнованиях девушек тренирует их Антонио Кордейро, фигурист, который раньше тренировался, родился в России, тренировался здесь, потом выступал за сборную Хорватии в парах, чтобы побывать на Олимпийских играх хотя бы. Для многих это мечта, хотя бы оказаться на Олимпийских играх, не говоря уже о пьедесталах и победах. У всех юношей в этой разминке тройной аксель заявлен. Так что, как мы и сказали, большое разнообразие тройных акселей мы сегодня увидим. И как раз будем смотреть, в чем различие, потому что все идут на один и тот же контент. И вот кто чем будет брать. Кто хореографией, кто частотой исполнения, у кого сойдется все вместе. До окончания разминки осталась 1 минута. Одна минута остается. Выстреливают прыжок за прыжком спортсмены, не стесняясь, что называется. Так ведь можно же еще и немножко надавить на своих конкурентов, если хорошо делаешь прыжок, и показать, что ты во всеоружии. Психологическая борьба тоже в какой-то мере присутствует. Видимо, что борются ребята со своими прыжками на разминке. Посмотрим, кто сможет перебороть их такие. Артем Федотов, в частности, с тройным акселем сейчас воюет. Могу сказать, что, зная его брата Арсения Федотова, у которого ярко выраженный старт плюс, как мы говорим, у Артема, насколько я знаю, это качество тоже присутствует. Так что пожелаем вообще всем ребятам сегодня хороших, чистых прокатов. Выступление второй группы открывает Артем Федотов. На льду Артем Федотов. Заключительное наставление от Сергея Дудакова получает. И под композицию французской пост-рок группы «Квун» под названием «Белые ангелы» он будет исполнять свою короткую программу. Идеально подходит эта музыка благодаря своему плавному развитию и эмоциональной глубине задавать лирический образ на льду. There are stars around. Wake
Атлетичный молодой человек, 13-летний. И ну как же так с тройным акселем обошлось? И мне кажется, что прям подсекло его настроение очень сильно, это падение. Да, думаю, расстроился он, что аксель тройной не получился, но мы видели, что и на 6-минутной разминке не мог он никак с ним справиться, и все-таки не поборол он его в прокате. Давайте сейчас посмотрим повторы. Вот он, тот самый тройной аксель. Как будто чуть-чуть не дотолкнулся он все-таки. В итоге недокрут. И как следствие падение с этого прыжка. Затем тройной ридбергер. Сделано. Вращение вот это 3-го уровня, остальные 2 4-го уровня. Каскад. Тройной луц, тройной тулуп без вопросов выполнен. Очень техничный, на самом деле, спортсмен. Есть в его катании ощущение, что верх немного зажат, и по эмоциям он пока что еще не сильно щедр, но это, уверенно, приходит с годами и нарабатывается. Но очень хорошо он владеет коньком и может очень сложные связки делать. За короткую программу Артем Крепкий спортсмен в прямом смысле этого слова. Все получится, но вот не в этом прокате. Желаем ему удачи на такую яркую произволку. 67-37 его результат. На льду Данил Колосков. Это вот обладатель самого яркого костюма в этой группе участников. Сразу резко заметный на разминке он был. Соответственно, и зажигательный танцевальный ритм, призывающий всех танцевать и веселиться, звучит в его короткой. That's the way out. Back with the bass, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump.
подходит танцевальная программа этому спортсмену Данилу Колоскову. И видели же мы, что на разминке делал он этот тройной аксель, все было здорово. А сейчас он, конечно, пытался зажигать, и тем не менее все говорило о том, что да, телом я с вами, но душой я далеко, потому что переживаю. Да, как будто прям старался изо всех сил забыть про эту неудачу на попытке тройного акселя. Сейчас мы увидим, я думаю. Вместо тройного лишь одинарный он исполнил, хотя и высота прекрасная. Возможно, не настроился как-то. Но дальше такой очень уверенный каскад, тройной лутс, тройной тулуп и тройной ридбергер без вопросов были выполнены. И вот как раз, да, старался он зажигать, доделывал свою задорную короткую программу. Сейчас мы видим, даже улыбался в дорожке. Ну, как будто чуть-чуть, да, присутствовало ощущение, что где-то внутри гложет его этот одинарный аксель в начале программы. Тем не менее, вращение все на 4-й уровень. А мы такое уважаем, мы такое всегда замечаем. И нашу почетную виртуальную грамоту выдаем. И приветствуем. Но все равно это классный танец с огромным количеством каких-то фишечек его. Прозвучит. Еще даже его звучало на предыдущих этапах этой программы лучше, когда он справлялся с прыжками. А сейчас, конечно, отставание 14 баллов от лидера — это много. И Александра Панфилова выглядит тоже удрученной в Кисенкрай. Ничего не поделаешь. Валентин Сидоренко на льду из Санкт-Петербурга тоже. Александр Устинов, его тренер. Катается он под попурри из композиции Элвиса Пресли, Can't Help Falling in Love и Jailhouse Rock. Это возможность проявить разные грани таланта фигуриста. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Take
Валентин Сидоренко. Валентин Второй Сидоренко. этап подряд выступает он на юниорском гран-при. Вот в Магнитогорске был 12-м. Пока не получается и здесь сделать прорыв. Но видим мы, что и сам спортсмен недоволен явно своим прокатом короткой. Это объяснимо, потому что технически, конечно, слишком много ошибок для короткой программы. Тройной аксель очень высоко вылетел, но немного из круга, вследствие степ-аут. И затем бабочка на тройном ридбрегере. Уверена, что не такой сложный это для него прыжок. Возможно, расстроился после акселя и немного не собрался по голове. Потому что во второй половине вот каскад, тройной луц, тройной тулуп очень уверенно выполнен. Наверняка был какой-то разбор после предыдущего этапа, и что должно получиться, что нет. И я уверен, что был настрой, но вот сейчас-то я это сделаю. И Ну, выходишь очень мало опять. времени с предыдущего этапа прошло. То есть давайте не будем забывать, что как будто еще, может быть, даже не успел восстановиться, плюс разница во времени. Довольно сложно 2 этапа подряд выступать. Наверное, еще и летать пришлось туда-сюда. 5-е место с результатом 61-58. Короткую программу представляет На льду Павел Грибуля, Свердловская область. из Екатеринбурга. Его программа называется «Хорошие вещи приходят к тем, кто умеет ждать». I walked 1,000,000 miles to find a God. I heard she opens up the sky and stars above. The road has many obstacles to meet. I crossed the ocean, mountains, and the empty streets. I stopped along the way, but I always carried on. There was nothing in the world that could stop me. I want the fire in their eyes. I want applause that never dies. The moment when I feel alive is when the lights are burning bright. I want to move you till you cry. There's only me inside your mind. I remember if she's here what she would say. Good things come to those who wait. Many years have passed and I'm still here. And the end of this endeavor is nowhere near. The power that she has is still so strong. Will she ever let me in and take me home? I stop along the way, but I always carry on. There is nothing in the world that can stop me. I want the fire in their eyes. I want applause that never dies. The moment when I feel alive is when the lights are burning bright. I want the fire in their eyes. I want applause that never dies. The moment when I feel alive is when the lights are burning bright. I want to move you till you cry. There's only me inside your mind. I remember if she's here what she would say. Good things come to those who wait. Good things come to those who wait. Павел Грибуля со своей короткой программой. Не получилось как-то
изменить ситуацию по сравнению с прошлым годом, когда он здесь занял 9-е место в Красноярске на этапах. Расстроена его тренер Нелли Эльснер. Прям сильно, как будто расстроена. Ну, действительно обидно. Первые два элемента. Ну, здесь на акселе такой какой-то интересный пируэт, конечно, получился, как будто сам потерялся в воздухе, не понял, на какую ногу приземляться, и вообще на передний ход или на задний. И, наверное, это тоже его сбило. На тройном луце тоже падение. Соответственно, остается он и без каскада. Как будто вот ко второй половине немножко оклемался. Он уже от ошибок первой половины, и тройной ридбригер сделал, и явно дальше старался доделывать, потому что в первой половине в итоге и вращение на 3-й уровень сделано, а во второй половине уже и вращение 4-го уровня, и ридбригер сделал, и в дорожке шагов явно старался доделывать. По лицу как будто было видно, что переживает он за ошибки, но при этом не давал себе слабины, доделывал все шаги. Но мы так иногда, простые люди, простые смертные, не отдаем себе отчет, что вот мальчик прыгает, он взлетает вверх на метр, вращается в воздухе, приземляется, падает, нога как подвернулась, и это все болезненно, это сбивает ритм, настроение, это больно. Еще, слава богу, травмы не получает. Конечно. И соревнования — это все равно большой стресс, ответственность, волнение для каждого спортсмена. Ну, здесь, особенно после короткой программы, нет никакого смысла сильно расстраиваться. Всегда есть день произвольной программы, просто нужно выдохнуть, забыть все неудачи и с чистой головой в завтрашний день врываться в произвольную программу. Потому что самое главное здесь, конечно же, победить себя на данном этапе, а не кого-либо еще. Но с улыбкой уходит тренер и спортсмен из Кисенкрай. А на льду в завершении второй группы участников Платон Каблуков, еще один ученик Софьи Федченко и Влады Данилкиной. Выводит его на лед Антонио Кордейру. Его программа под композицию итальянского исполнителя Ультимо и называется «Соло». Oggi mi chiudo di nuovo e quel che resta intatto lo dedico a te. È come se vivessi coi piedi nel fuoco e voglio sempre avere quello che adesso non c'è. Oggi mi sento sparire perché non so dentro più quello che ho. È come se vivessi nei mesi passati perché adesso non ho nulla che racconterò. Ma tu mi piaci di più perché racconti i sogni proprio come piace a me. Tu sei qualcosa di più. Non ti scrivo perché dentro sono solo, solo, solo. No, non guardarmi dentro, muoio, io muoio, io muoio. Se avrai bisogno, se tu scrivimi, scrivimi, scrivimi. Stringimi il braccio e dopo vivimi, vivimi, vivimi. Non ci riesco, sono solo, solo, solo. No, non sorridere, non gioco, non gioco, non gioco. Però ti guardo e siamo simili, simili, simili. Entrambi col sorriso e lividi, lividi, lividi. Non vedi che io sono solo. Se avrai bisogno, sì, tu scrivimi, scrivimi, scrivimi. Stringimi il braccio e dopo vivimi, vivimi, vivimi. Non ci riesco, sono solo, solo, solo. No, non sorridere, non gioco, non gioco, non gioco. Però ti guardo e siamo simili, simili, simili. Entrambi col sorriso e lividi, lividi, lividi. Amore, vedi, sono solo, solo, solo. Di notte gli occhi aperti e il buio, nel buio, col buio. Sto mondo è un posto senza alibi, alibi, alibi. Ma per fortuna tu lo abiti, abiti, abiti. Amore, vedi, sono solo. Non vedi, sono solo.
Вот так вот в борьбе, безусловно, и в сражении прошла эта группа участников, но, к сожалению, никто из ребят не смог продемонстрировать чистого катания нам из 5 человек. А хотелось бы. Да, вторая разминка была, конечно, тяжелая. Не побороли ребята все-таки свои короткие программы. Ошибки были у всех, причем грубые ошибки. Но такое тоже бывает. Вот начал он с тройного акселя, недокрут в четверть оборота и касание рукой. Затем тройной ридбергер исполнен. И как будто бы немного сил уже не хватало во второй половине, как мне показалось, на каскаде из 2 тройных прыжков, тройного флипа и тройного тулупа. Вот здесь с тулупа прям вот он уже приземлился, и как будто не было сил даже побороться уже за это приземление, а корпус был немного сзади. Ну, то есть при наличии какой-то больше физической подготовки этот уклон можно было бы вытащить, да? Но мне показалось, что если бы было больше сил, то грубых технических ошибок на тулупе я не увидела. Да, корпус был немного сзади, но, наверное, если было побольше сил, побороться можно было бы. Жаль, что не удалось, но удастся, значит, в следующий раз. 27 баллов у него накопилось за технические элементы. Посмотрим, какая будет итоговая оценка. Так, конечно, на данный момент 27 за технику — это меньше, чем у Соколова, если смотреть в судейский протокол, который у нас с Анной есть на экране компьютера. Также здесь вращение судьи рассматривают, не хватает позиции. Вторые уровни, дорожка первого. Сегодня много мальчики ошибаются. Не исключаем, что акклиматизация тоже как-то сказывается, все-таки разница во времени. И пожелаем, безусловно, всем удачи в произвольной, чтобы там все задуманное обязательно получилось. 54-91 на 8-м месте. А впереди еще 5 участников, выступления которых мы увидим после заливки льда, поэтому не прощаемся.
На лед приглашаются участники третьей группы. Александр Синков, Санкт-Петербург. Григорий Каракордин, Ярославская область. Марк Титов, Республика Татарстан. Глеб Ковтун, Тюменская область. Лев Лазарев, Москва. Разрешена разминка. На разминке заключительная группа участников сегодняшних соревнований. Не только в катании юниоров в короткой программе, но и вообще всего сегодняшнего дня. А он был очень длинным, начался довольно-таки рано. И вот ребята-одиночники на Гран-при России среди юниоров. Третий этап в Красноярске. Готовятся продемонстрировать нам свои короткие программы. Они будут интересными. Здесь среди участников, и мы о нем тоже скажем, есть и потенциальный лидер, если все будет в его катании в порядке. Ну, а 5 человек — это Александр Симков, прежде всего, ученик Евгения Рукавицына, Романа Усатова, Марии Артемьевой из Академии фигурного катания Санкт-Петербурга с такой масштабной программой под симфоническую музыку группы «Мьюз». Григорий Хорохордин из Ярославской области. Наталья Тюленьева представляет его в качестве тренера с классической программой под музыку Антонио Вивальди. Победитель соревнований «Вологодские узоры» Марк Титов из Казани, спортсмен, уже ученик Людмилы Гафаровой и Илоны Быкметовой. Очень интересная будет программа тоже у казанского спортсмена. Мы уже сегодня идентифицировали вместе с другими сокомментаторами, и с Максимом Траньковым, и с Никитой Коцалаповым, что некоторые молодые спортсмены заведомо идут на какой-то очень яркий эксперимент вместе со своими тренерами, чтобы себя зарекомендовать и чтобы о тебе вспоминали уже хотя бы потому, что у тебя есть творческая жилка. Такого, конечно, в других видах спорта не существует, только в фигурном катании. Ну хорошо, еще в художественной гимнастике, но гораздо меньше, конечно. Это очень хороший ход. Остаться в памяти болельщиков, сразу заявить о себе, запомниться чем-то. Зачем терять такую возможность, когда она есть? Тем более, что соревнования демонстрируются по телевидению. Юниорские этапы Гран-при раньше не могли таким похвастаться, а сейчас у нас в эру интернета и совершенно невероятного внимания к фигурному катанию, конечно же, такого пристального внимания добились. Просто радость. Глеб Ковтун из Тюменской области под руководством Натальи Заболотной также выступит. И в завершении Лев Лазарев, ученик Сергея Давыдова из школы имени Жука. Чемпион России среди юниоров. В Москве на первом этапе также был первым. Исполнил 4 четверных. Сейчас мы видим тройной аксель в исполнении Льва. Очень уверенный. Завтра у Льва день рождения. Надо сделать все красиво. Да, катать произвольным в свой день рождения — это, конечно, задача не из простых. Мне кажется, не из простых, это на следующий день после дня рождения.
даже у юниоров. Съешь какой-нибудь тортик лишний, и тяжесть образуется. Ух, как красиво. Вновь тройной аксель. Немножко в зубец приземлился, и видим, что Лев, как перфекционист, уже этим недоволен. А вот интересно, как с перфекционистами тренером работать психологически? Их, наоборот, получается, надо хвалить, а тех, кто склонен себя оправдывать, тех нужно, наоборот, подталкивать и шпынять? Думаю, конечно, здесь все индивидуально. Каждый тренер уже знает характер своего спортсмена, кого нужно чуть больше подталкивать, подбадривать, кого иногда, может быть, даже остановить во время тренировочного процесса. Вновь тройной аксель от Льва. Видим, что совершенно не устает он вновь и вновь повторять этот элемент. Но, насколько я знаю, Лев трудяга, работяга, и его подталкивать и подгонять не приходится. И вот как раз его перфекционизм работает и ему, и тренеру на руку, что он очень исполнительный в тренировках. Остается только успокоить, настроить, а остальное он дожмет сам, потому что высочайший уровень стремления у парня. Знакомо это. Вообще удивительно, конечно, вот все эти психологические аспекты воспитания. Ладно, там вот разные люди, разные школы, из разных семей. А у меня двойняшки. И один вот такой, а другой сякой. То есть, казалось бы, в абсолютно одном месте растут с одинаковыми генами, но два разных человека. Александр Стемков, Санкт-Петербург. Александр Симков из Санкт-Петербурга. В Красноярске в прошлом сезоне серебряную медаль он получил.
Вот какое красивое начало для третьей группы участников от Александра Семкова. Он так особо не показывает радость, но видно, что в глубине души доволен своим прокатом. Парень, он такой конкретный, и хореография у него вполне себе такая спортивная, я бы сказал. В то же время очень старательная. Молодец, мне понравилось, как он катался. Да, очень достойное выступление от Александра. Сдержанная, но все-таки радость он нам проявляет. Видим, что тренеры тоже довольны. Что вполне логично, справился сегодня со всеми элементами своей короткой программы. И технически, и хореографически старался все доделать, как поставлено. Вот начал с тройного акселя. Очень ровный прыжок, очень высокий. Группировка очень плотная. Тройной ридбергер не вызвал никаких трудностей. И во второй половине каскад из тройного луца и тройного тулупа. Тройной луц. На тулупе немножко он из круга, но благодаря хорошей высоте прыжка это ничуть не помешало ему на приземлении. Какая-то надежность сквозит в катании этого спортсмена. Да, Я сказал, я уверенность. сделал. Да, да. Вращение 1/3 уровня, остальные 2/4, что тоже неплохо. Хороший балл он получает. Алдару он, тем не менее, по технике 3 балла уступил. Ну, еще немножко в компонентах. И таким образом отставание в 4 балла от лидера на данный момент. Ярославская область. Григорий Хорохордин, ученик Натальи Тюленевой из Ярославской области, катается под музыку Вивальди. А именно «Зима».
Григорий Харахордин. Григорий Харахордин из Ярославля. Короткая программа, старательно исполняемая, но пока с небольшим уровнем, невысоким уровнем техническим. На тройной аксель пока себе не позволяет решаться спортсмен. Ну и другие ошибки, в том числе падение, к сожалению, не сделали ему высоких баллов. Начал с тройного Ридбергера, мы сейчас его видим. Затем двойной аксель, очень уверенно эти прыжки исполнены. И вот здесь падение с тройного луца, корпус ушел назад, приземление в пятку. Такое довольно неприятное, в итоге остается без каскада он, что, конечно же, много баллов он на этом потеряет. И изначально, да, технический набор у него чуть слабее без тройного акселя. И еще и потеря баллов на каскаде. Это, конечно, обидно, но всякое бывает, это опыт. Он на то нам и нужен, чтобы выявить какие-то слабые места и работать над ними, чтобы становиться сильнее. Видишь, даже тому, чтобы помахать зрителям, нужна помощь тренера, чтобы вовремя подсказать, что делать в Киссинг-Край на телевизионном канале. Ну, молодчина. Занял не последнее место, набрав 55 с лишним баллов. И соревнование продолжает Марк Титов из Казани, где его тренирует Людмила Гафарова и Илона Бекметова. Вот, оригинально они подошли к выбору композиции. Называется она «Egg and Soldiers», что в Британии является названием для гренок, нарезанных полосками. Такая причудливая, эксцентричная композиция, построенная на необычных звуках. Марк Титов
ну, вот, с задумкой с какой-то. Старался быть артистичным, интересным. Даже какую-то фишечку с галстуком придумали. Молодцы, занимаются творчеством на Казанском льду вместе с Людмилой Гафаровой. Это замечательно, когда есть такие нетривиальные программы, когда проявляют такую творческую свою жилку, артистизм. Посмотрите, и кусочек льда взял, и галстук поменял, и мимикой каждое движение, каждый жест отыграл. Да, пусть технически не самая сложная программа, и не безошибочно она выполнена. На каскаде чуть-чуть на выезде повело из 2 тройных тулупов. На Ридбергере тоже выезд немножко смазанный. Но зато запомнился, вызвал у нас эмоции, точно порадовал своим выступлением и вызвал только самые положительные эмоции. В конце концов, мы забываем иногда, что фигурное катание — это же не только прямая дорога к олимпийскому пьедесталу. Есть же, учитывая такое количество и развитие ледовых шоу в нашей стране, можно быть артистом на льду очень интересным и хорошо оплачиваемым, если найти свою какую-то нишу. Поэтому, да, честно, я прям вот сейчас как будто об этом вспомнил случайно, хотя это существует целый пласт такой. Интересно. Молодец, Марк Титов. Желаем ему тоже удачи. Ну, это не значит, что не нужно стремиться к Олимпийским играм. Все нужно делать. Нужно работать над техникой. Он еще молодой, 13 лет, все впереди. Глеб Ковтун, однофамилец известного российского фигуриста, который называет его своим кумиром в том числе. И есть к чему стремиться. Ученик Натальи Заболотной из Тюмени. Композиция называется «Беги, мальчик, беги». Это драматичная история о путешествии от опасности.
какой мощный спортсмен Глеб Ковтун. Такие делал прыжки, что прям лед трещал практически и трясся. И в десятерне, что называется, обидно, что на более простом элементе вдруг идет срыв. В общем, приветствуем спортивное, атлетическое катание Глеба и смотрим пристально на элементы, на детали. Очень сильное, да, впечатление от короткой программы Глеба Ковтуна. И из-за этого, конечно, вдвойне обидно за вращение, которое не удалось. Потому что все остальные элементы настолько на высшем уровне сделаны. Такие уверенные прыжки, мощное катание. Он буквально с первых секунд с таким стремлением поехал эту короткую программу. И как будто после исполнения всех прыжковых элементов чуть-чуть, может быть, то ли концентрации не хватило, то ли уже порадовался, что справился. Ну, давайте сейчас посмотрим повтор этой программы. Сразу видно, с какой мощью он выполняет каждое движение. Силы не экономит. Уверен в себе. Тройной аксель прекрасно сделан, без каких-то сомнений. Тройной Ридбергер с большим запасом, конечно же. Первое вращение было выполнено хорошо, на 4-й уровень. Каскад, тройной луц, тройной тулуп на очень большой скорости, с красивым выездом. И вот после как раз этого каскада был срыв на вращении. Он постарался его додержать, но это все равно базовый уровень и понижение от судей. Соответственно, всего 1 балл и 30 сотых он получит за это вращение. Конечно, это потеря баллов, учитывая, что он борется за самые высокие места. Но, тем не менее, очень хороший прокат. Серьезные баллы. Ну, в базу ему оценили это вращение. То есть это балл 70 всего лишь, еще понижающий коэффициент. Таким образом, а ведь с вращением он мог бы стать лидером, обогнав Алдара Самбуева. Всего-то полбалла проиграл. Это прямо обидно втройне. В завершении этих соревнований на льду Лев Лазарев, самый титулованный здесь спортсмен и, безусловно, претендент на звание чемпиона. Программа его называется «Король моря». Это французская пост-рок-группа «Квун» ее исполняет. Listen to the sea, singing from memories of thousands of lives, thousands of lives. Oh, mother, you wears wool into my soul. Reaching the red light,
Настолько мастерски, что не знаешь, с чего и начать. С каких восторгов в этой короткой программе. Причем тренеры, наверное, там еще видят какие-то нюансы, где можно усилиться. Мы же снимаем шляпу. Да, Лев Лазарев не подводит наших ожиданий. И ожиданий тренеров, и болельщиков своих, и, я думаю, своих собственных ожиданий. Вновь показывает нам прекрасное катание, чистое, программу отточенную до блеска. Вот видишь? А все остальное очень хорошо сказал. Тем не менее, мы видим, тренер. что тренер сразу после проката уже видит какие-то недочеты. Ну и мы, на самом деле, чуть-чуть, один недочетик скажем. Дорожка шагов в прошлый раз у Льва была 4-го уровня, в этот раз 2-го. То есть где-то в шагах нашли неточность, но давайте о прекрасном. Тройной аксель Льва Лазарева с руками наверх, чистейший, тройной ридбергер. Сколько с запасом и легко он выполняет эти прыжки. Так уверенно. Вращение все 4-го уровня, каждая позиция додержана, выверена. Сколько одухотворенно он свою программу катает. Во второй половине каскад, тройной луз, тройной тулуп. Конечно же, тоже не вызывает трудностей, так как Лев исполняет такой же каскад, только с четверным луцем во второй половине произвольной программы. Поэтому в короткой, конечно, здесь уже все точно до мелочей. Есть ощущение, что тренер все-таки не про дорожку шагов говорил, а что-то насчет акселя, по-моему. Да, мне тоже показалось, что про прыжки говорил. Видимо, заволновался из-за какого-то аспекта, но, говорит, дальше все было в порядке, но окей. Несомненный лидер. Поздравления после короткой программы промежуточные. Лев доволен, как начищенный пятак, сияет после своей программы, но слушает тренера, слушает. Воспитанный мальчик, но очень радостный. 83-70, он опережает на 5 баллов, даже почти на 6 своего ближайшего конкурента. И будет борьба за пьедестал, безусловно, но борьба за первое место будет только если, что называется, Лев Лазарев позволит. Спасибо большое, дорогие друзья, за вашу любовь к фигурному катанию. На сегодня трансляции завершены. Этими повторами мы подчеркиваем какие-то самые яркие моменты в короткой программе у мужчин. А мы, Василий Соловьев и олимпийская чемпионка Анна Щербакова, прощаемся с вами. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч!